Вообще, расскажи просто, как ты начала заниматься музыкой, вообще, что тебя сподвигло, то есть, и почему именно в те жанры, именно в которых ты пишешь, ты решила? Ну, вообще началось все с гитары, то есть Мгм. начала практиковать именно игру на гитаре. А, Начала понимать, что для меня какие-то большие ограничения, то есть в этой сфере, так скажем, да, направлении. Мгм. И где-то в 2011-2012 году, я наткнулась в интернете на программу, FL Studio, и с тех пор я начала экспериментировать. То есть я начала понимать, что у меня в этой программе больше возможностей для какого-то развития самовыражения. Знаешь, звучит как будто всем привет, меня зовут Лена, меня зовут Филипп, и я фрутилупчик, да. И все такие, привет, Ладно. привет, Филипп. Да, вот. Ну, вообще, творчество было всегда в моей жизни, с самого детства, и мне просто всегда хотелось найти что-то одно, Мгм. в том, что, ну, в том, где я смогу развиваться, и оказалось, это музыка. М. Вот. Слушай, это прекрасно. Но ты вообще считаешься таким прям творческим человеком до мозга костей, да, получается? Еще с детства. Думаю, да, да, да. Мгм. Хорошо. Плюс-минус норм. Ну да, до сотки опустил. Вот, и громкость, и все, теперь отлично. Хорошо. Слушай, а как ты вот именно в детстве? То есть ты ходила на уроки гитары, да, получается? Или прям в Нет, музыкальную нет. школу, или как это пошло? Вообще, я в 2010 году была в лагере, и там был а, мой друг, который взял с собой гитару, он показал мне где-то 4 или 5 аккордов, Мгм. и после этого я начала экспериментировать, то есть я попросила маму купить мне гитару, Мгм. Акустическую, а, да? Или классическую? да, электроакустика. О, нифига. Ну, с этими... не нейлоновые струны были, или такие прям Нет, металлические? нет, нет, металлические, это было Офигеть. жесть. Да, и вот, ну, то есть я не обучалась никаким урокам, просто сама пыталась понять, как это работает, Ага. и Таким эмпирическим пыталась. путем, да, получается? Ну да, конечно, это не совсем правильно на самом деле, но просто по-другому я не хотела, просто как-то для меня это было скучно, что ли, я не знаю. А с гитары не Пыталась. переходила ни на что другое? Там какие-то фортепиано, может, там еще что-то, нет? Такого не было? С фортепиано у меня другая история. Я когда начала ам, заниматься музыкой именно в FL Studio, Мгм. мне захотелось именно освоить фортепиано. Вот, Ну, конечно. и у бабушки была пианино «Красный Октябрь» или что-то Ой-ой-ой, только такое. что хотел сказать. Да-да-да, и я пыталась уговорить своих родителей, чтобы они мне помогли привезти это к себе домой, ну, к нам домой. Но Это они жесть, напрочь наверное. отказывались, конечно, потому что, ну, я думаю, что они все правильно сделали, что не дали мне тащить такую бандурину, потому что, ну, я приобрела MIDI-клавиатуру на 61 клавишу, и это даже более удобнее. То есть можно и фортепиано, можно любые инструменты, обозначить, да, Ну и да. уже экспериментировать и писать. Вот. И, Слушай, ну в принципе, у классно. меня неплохо получалось на самом деле. Тоже ничему, ну, нигде не обучалась, ни у кого. То есть Тоже ты вот как-то вообще вот. чисто на опыте просто пыталась Ну сама да, тыкать, да. клацать везде аккорды, то есть тональности, гармоники. Ты вообще не знала, что это такое, просто, ну, на слух Ну, ориентировалась. чисто на слух, да, да-да-да-да. То есть, я не знаю, у меня просто это получалось, и, естественно, конечно, лучше, знать какую-то теорию, и, возможно, даже лучше с кем-то позаниматься, если ты хочешь этим заниматься Мгм. серьезно. Ну, я А думаю, так да. как мне это да-да-да. Вот, а так как, я понимала, что у меня и так получается, вот, и Ага. я подумала, что, наверно, мне пока это не нужно. Слушай, ну да, ну, но сейчас ты уже больше знаешь, да? То есть ты как-то более профессионально пыталась узнать какие-то вот эти вот моменты, или все-таки также больше опытным путем пытаешься подбирать на слух, ориентируясь там аккорды или что-то еще? Больше опытным путем. Мгм. Но я не так не советую всем делать, на самом деле. Слушай, ну да, да, я тоже так думаю, что как бы это все классно, конечно, да, поначалу.
Вот, но через время по-любому надо, ну, для того, чтобы развиваться и более профессионально, наверное, подойти к этому вопросу, все-таки Естественно. это Да. легче даже. То есть ты потратишь, пока ты подбираешь, ты потратишь там, к примеру, час. А когда ты знаешь уже там все вот эти цепочки гармонические, все, там за 2 секунды там набрал и все, и у тебя все работает, и ты не думаешь, так, а что у меня бас не в тон, или там еще что-то, или там Ну да, аккорды между собой, там, я не знаю, коряво звучат. Именно Битмари так. зашли в чат про бас не в тон. А Лена видит, Лена, не знаю, ты видишь чат, нет? Не видишь, да, чат, Нет, наверное? к сожалению, у Давай меня я просто на буду другом озвучивать. компьютере, Ага. и я буду Да, тут просто боком, получается. Коля пишет, мы во дворе учились на советских с канатами вместо струн, и аккорды писали в тетрадке, это 90-е. У меня получается, мне никто не нужен. Да, ну а чё, так и есть. Алексей, Нет, ну здорово, привет. тут всегда же индивидуально. Просто если нужно, например, писать какие-то симфонии или какие-то тяжелые, да, сложные композиции, естественно, если у тебя есть опыт и знания музыкальной школы, например, это поможет 100%. Да, Просто да. в моем случае мне это не нужно было, да и сейчас тоже. Ну, хотя, наверное, я немножко лукавлю. Ну да, Я наверное. думаю, что То есть это по-любому да. нужно многим людям, Ну да, особенно кто естественно. пишут не год и не 2 уже, да? Сколько у тебя примерно сейчас опыт? Ну, так вот. С какого года ты клацаешь уже эти все крутилки? Где-то 11 лет. Офигеть. 11 лет, это... Ну, 10-11, да, где-то так. Знаешь, есть такое вот в поверье, что ли, не знаю, какая-то такая истина негласная, что чтобы стать профессионалом в чем-то, надо потратить 10 тысяч часов на это дело. И тогда ты станешь Да. более-менее профессионалом. То есть ты потратила 10 тысяч часов на это или нет, как ты Ой. думаешь? С Я, 11 лет. если честно, не считала, но я не считаю себя профессионалом. То есть у меня есть немного куда еще расти. Это хорошо. Так что, Это... да. Вот. Алексей, я умею бас не в тон, дружище. Добро пожаловать в нашу группу. Бас не в тон. Это чисто вот к нам так очень хорошо заходит. 10к часов это так не работает. Ну, это я же говорю не про себя. То есть просто как бы некоторые люди так считают. Вот, я не знаю, я отчасти согласен, отчасти нет, то есть еще от человека зависит, то есть бывает так, что человек там часами сидит, а он просто там, ну, по сути, без ума это делает, без головы, а просто как-то вот. Да. А бывает так, что ты за 5000 часов там что-то сделаешь. Вот, Богус пишет, Богус, привет, Богус пишет, какая у тебя профессия основная была? То есть, это я к этому хотел подвести, но чуть попозже. Вы имеете в виду, где я работаю? Ну вот на кого ты училась, то есть если не на музыканта, то есть, да. Вообще изначально я поступила в РГГМУ на экологический факультет. Эколог, да, то есть Greenpeace, все дела, нет? Сначала я была типа экологом, потом первый курс я почти окончила, но я заболела химию, в общем, много чего заболела. Вот, и мне сказали, что лучше, ну, у меня просто с точными науками, видимо, это совершенно не мое. Эколог в России, это, знаешь, это просто настолько, я думаю, вообще бесполезная вообще работа, потому что у нас как-то экологи, я не знаю, у нас на экологию все просто забили, я не знаю, как вот вообще нереально, поэтому это очень сложно, знаешь, наверное, да, экологом жить. Я думаю, что я хоть и не работала по этой профессии, но мне кажется, что просто экологам не дают дают какой-то свободы, наверное, не знаю. Мне кажется, их так сильно зажимают и, может быть, даже угрожают, и, возможно, что-то еще, мы же не знаем. Якутия зашла в чат. Ладно, не будем. Да. Вот. И потом просто я перевелась, получается, на другой факультет, экологический туризм. Но там больше было чисто экономика, то есть все, что связано с бизнесом. Ну, понятно. Так, тут Коля пишет, скажу про себя, я подбирал на слух без знаний, образования, одну песню, пару недель. А теперь мне после музучилища хватает 10 минут на сложную песню. Вот, ребят, делайте выводы. Реально? Ну, это реально помогает, серьезно. Конечно. Не обязательно даже училище заканчивать, а просто можно хотя бы тоже сольфеджио походить или
композицию, то есть без проблем. Я думаю, будет хоть какой-то эффект. Ну, это не будет хуже для вас, поэтому почему бы и Ну, нет? естественно, да. Я Да, просто говорю чисто со своей точки зрения, ну, ну, конечно. со своего опыта. Мгм. Вот. Вот, ну и короче, так, и ты, получается, закончила вот этот с экономом, то, что связано отчасти Ну, туризмом, да, да, да. Ну, в общем, и решила потом реально закончила. музыкой заниматься. Это было во время всего этого, Ну, ты и всего училась, и выступления. занималась музыкой, и потом сейчас как Да. бы уже планируешь все-таки серьезно посвятить себя музыке и, ну, на жизнь зарабатывать музыкой, соответственно. Да, конечно. Ну, вот такое решение мне пришло в 2019 году где-то. Мгм. Опыт Ну, сын ошибок трудных, да. ну, просто после первого релиза, когда мне предложили выпустить трек, но он был еще не готов, Мгм. и у меня не было достаточно опыта, мне предложили выпустить, а лейбл сделал мастер Мгм. за меня, потому что я этого делать не умела. И он выпустил. Но лейбл такой как бы никакой, то есть просто для того, чтобы был где-то на каких-то площадках. Мгм. Ам, И как оно пошло? И я поняла, что этим мастером они, получается, сделали все, что могли на самом деле, чтобы исправить всю ситуацию, но исчез бас. Просто баса не было. Кейкен спрашивает, платила за мастер? Нет, никогда. Вот так вот, ребята, учитесь. Вы имеете в виду про лейбл? Нет, нет, бесплатно. Нет, она имеет в виду за мастеринг, платила или нет? Нет, и ни за сведение, ни за мастер не платила. Учитесь, ребят. Не только в щит-контроле бесплатно вам сводят и мастерят, а еще и подзатыльники дают с объяснениями. Дима Ну, зашел в чат. просто как-то, не знаю, у меня был на самом деле момент несколько раз, Мгм. когда я думала о том, что надо, может быть, заплатить деньги за это, но просто я тогда подумала, что я тогда не стану профессионалом, и в дальнейшем мне придется опять платить деньги как бы за то, что я, в принципе, могу изучить сама. Вот, у меня Мгм. такая позиция. Богус, по-моему, тут Богус написал, короче, хочешь сделать хорошо, делай это сам. Это, по-моему, или Ford, или Porsche, кто-то из них говорил такую фразу. Не помню точно кто, не буду врать, но вот, и это действительно реально правда. То есть, пока ты сам не Да, повозишься... Так, Коля писал, я восхищаюсь вселенной, пройти путь в 11 лет без образования, мой поклон. Вот так вот. спасибо большое. Вот. Ну, коротко, слушай, мы так подошли потихоньку к интересной теме такой, вот а-ля вот этих лейблов. То есть у тебя был, ну, такой не очень хороший опыт, да, получается, с первым лейблом вот этим. Я бы не сказала, что это не очень хороший опыт. Просто когда ты зеленый еще, и когда ты и понимаешь, что вроде можно выпустить трек, но ну как я могу со своей, короче, стороны рассказать, Мгм. что я понимала, что трек ну не супер качественный и какой-то супер лейбл его не возьмет. Ну, Поэтому конечно, это да. просто какая-то, Опыт, мне типа. кажется, отправная точка. Отправная Мгм. точка для меня стала, и я думаю, что не только у меня такое бывает. Ну, было И и лучше не есть. бояться, да, и не стесняться, а, ну, начинать с чего-то с малого, да, получается. Потихоньку развиваться, да, то есть на твоем опыте, если. Ам, Нужно просто еще критически, ну, как оценивать, наверное, себя, ну, Мгм. свою музыку. То есть просто бывают люди, есть примеры, я просто не буду называть имена, которые считают, что их музыка божественна. Ну, на самом деле, что Да, я она понял. должна приносить им деньги, туда-сюда, Ну, ну и часть так своей далее. музыки, я понял. Да, но по факту ничего интересного там нет. То есть это не мое только мнение. То есть я думаю, что Кейген, да? я немножко отошла, наверное, от темы. Вообще По без проблем. поводу Нам так по вообще поводу чего мы это лучше. говорили? По поводу опыта, Лейблов, ну, да? ничего страшного, да. То есть, давай это будет следующей темой. Тут вот Коля писал то, что музло Лены, да, то есть, чтобы мы долго не общались, то есть, коротко, в двух словах, в каких жанрах ты пишешь, и, наверное, подрубим твой проект. Ребят, как раз, чтобы вы послушали, и кто не знает творчество Лены, чтобы они узнали, то есть, на что она способна. Вот. Поэтому, Да, наверное... кстати, это последний проект. Ну, не последний, крайний проект, как правильно сейчас говорить. Возможно, что-то я буду менять, возможно, нет. Вот. Так, ну хорошо, в каких жанрах ты пишешь обычно? Точно, я забыла. Да, и я Извиняюсь. подрублю, наверное, проектас. Я, если честно, не знаю, просто я думаю, что это не какой-то как конкретный жанр.
Я думаю, что-то EDM-щина. смешано. EDM-щина. Прогрессив хаус, техно, мелодик, техно, мелодик хаус, что-то вот такое, то есть все вместе. Может быть, иногда преобладает больше техно, иногда мелодик хаус. И Так что, половина ребят в чате. Какая-то EDM-щина непонятная. ну, Вот. возможно. Да. Знаешь, для обычного человека, да, это все вот это зажигательное ваше, все понятно, ваше электронщина, все понятно. Да. Окей, давайте, все, я думаю, мы готовы вкусить проектыч. Да, крайний проект, давайте Лены послушаем. Вот. Ну что, я сейчас подрублю его, это будет красиво, только сейчас я хочу сейчас... Ой, случайно нажал не туда. Так, ребят, сейчас 2 секунды. Вот проект. Давайте послушаем. Погнали. Ща будет мясо. Вот такой проектик. Все, послушали. Давай зачитаю, что ребята писали. Да, а то мне Пока. ничего не видно. Да, очень релаксово, мне такое просто успокаивает. На фон чисто, бочка качественная. Однозначно залетит в плейлист. Ой, ребят, Спасибо. главное, чтобы никто не зазнавался. И кто-то и в чате напишите, блин, не биты, блин, осуждаем, все, реально. Если не биты, все очень плохо, да? Ой. Ну вот как-то так. Олег И Садовский, никак привет. иначе. Залетай на Twitch.
Тут у нас есть звуки всякие интересные, прикольно, чатик. Вот. И на группу, кстати, кто новенький, ребят, на группу ВКонтакте обязательно подписывайтесь, потому что это важно, это важно. Биты не люди, изи. Теперь самое главное найти Spotify. А вот, ребята, обязательно подписывайтесь, да, сразу на группу Лены. Я тоже потом это укажу. Вот. В принципе, на Spotify есть, нет? SoundCloud, Spotify, только SoundCloud, да? Ну, YouTube. я там есть, но пока нет. Пока другие треки я сейчас планирую выпустить А YouTube? после этого. Тоже и пока нет. Ну, и на Ютубе тоже есть. Я имею в виду трек этого нет нигде. Не, а вообще, где твое творчество можно лицезреть ребятам, Конечно, чтобы... везде. ВКонтакте, Spotify, Вот SoundCloud контакт, тоже есть. Spotify. Наверное, ссылки какие-то дашь. Я в посте, когда уже финализирую это все дело, тогда выложу, чтобы ребята могли послушать. Да, конечно, без А проблем. voice чей там можно узнать, ребята спрашивают. Чей Я voice? его, так скажем, приобрела. А где, если не секрет? А, Есть подписка, Splice называется. Ладно, И там раз в осуждаю. месяц платишь за подписку деньги и можешь всякие штучки скачивать. Прикольно, прикольно. Окей, отлично. Так, давай, Димас, я сегодня хотел, кстати, тему подкинуть на обсуждение. Давай. М? Да, тут Дима по поводу темы. Прикольно, слушай, ну на самом деле, да, вот этот трек именно он такой вот очень расслабляющий какой-то, такой вот мягкий. Реально в кальянную или в машину куда-нибудь, не знаю. Мою критику не озвучил. Так, подожди. Озвучил. Стоп. Серединка была слабая, когда девочка запела, когда женский вокал был. Вот Коля пишет. Поэтому я не знаю, что тут сказать. И у меня не лучшее Да, в оборудование принципе, для того, чтобы прям так конкретно сказать. ты имеешь в виду слабо по качеству или слабо по аранжировке для тебя? Нет, он говорит середина слабая, то есть по, ну, типа, По аранжировке, правильно? Понимаю. сейчас. Сакшн, здорово, привет. Какая кальяна? Да, как кальянная, реально, что ты на расслабончике. Вот. Она не вписывается в трек. Да, Коль, ты напиши тогда, а мы пока чуть-чуть дальше. Слабо слышно. Вот. Слушай, ну давай, наверное, да, потихоньку пойдем дальше. Вот. Мы так прикольно. Последнюю тему ты как раз не вспомнишь, просто ты вот интересную очень тему последнюю так перескочила. О чем мы с тобой обсуждали? Ой, я всегда перескакиваю с темы на тему, поэтому Да, все, уйдите. Все, ребят, фидбэк у нас в воскресенье. Вот приходите в воскресенье на фидбэк. А сегодня у нас не фидбэк. Сегодня мы с человеком общаемся вообще-то. А вы все подставляете нас, подбивайте на всякие такие прикольные эти темы. Вот. ну почему людям же хочется высказаться. Так-то. Не, понятно, но это, чтобы, знаешь, просто мы так полчаса не сидели, не Ну обсуждали. да. Вот. Короче, смотри, а какие у тебя планы вообще на будущее? То есть ты планируешь все-таки музыкой серьезно заниматься, правильно? То есть, ну, прям профессионально. Да. Вот. То есть, можешь подсказать, вот как ты видишь эту вообще, скажем так, область, как в нее вот обычному человеку, обычному музыканту, с чего надо начинать и как вообще не потеряться? Вот. Ой, так много вопросов, конечно. Все два по порядку. С чего начать? Да. Начать писать. Это понятно. Писать законченные треки, выпускать их на лейбле. И в дальнейшем, я думаю, что нужно нарабатывать связи. Это Абсолютно могут верно. быть, это могут быть иностранные, Мгм. иностранцы, буду проще. Это может быть и какие-то российские артисты, это могут быть и совместные работы. Мы сейчас, потихоньку, если знаете, может быть, не знаете, Пульс называется, Пульс, его зовут, Ник. Ник Пульс. Если честно, Пульс, UK. Ну, я он из Англии. Я плохо, если честно, вот по идейной теме, я просто на Ютубе нахожу какие-то Мгм. топ по какому-то жанру, и все, и слушаю, мне вообще пофиг, кто там, что, но Ну, это естественно, конечно. загуглю, ребята, обязательно А, загуглите.
Тут, Да, и вот мы с ним мгм. начали совместную работу. И Так, сейчас я к думаю, этому что это Мгм. продолжим. Ага. Тут просто Фаина спрашивает: Лена, го коллаб? На коллабом открыто, нет? Э, ну, пока что нет, потому что и свои треки нужно делать, и я и выступлениями сейчас чуть-чуть начинаю заниматься, и вообще коллабы тоже с другими артистами мы делаем. Поэтому, к сожалению, пока просто даже, ну, физически времени нет. Ребята, Если бы доделывайте я, демки, дописывайте да, и кидайте нам. если бы я не работала, то я думаю, что, конечно, было бы больше свободного времени. Слушай, а вот когда планируешь уходить? Ты сейчас, как я понимаю, на обычной работе, пока музыка не дает тебе, ну, большого, ну, хотя бы необходимого уровня, да, заработка, чтобы Ну, потом... пока нет, конечно. Это пока рано. Ну, как рано. Я бы хотела, Ну, ты прямо вот знаешь, сейчас у тебя, у определенно. тебя, наверное, такая же, вот как у многих история, что ты вот этим занимаешься, ты этим горишь, и ты мечтаешь и веришь, что настанет когда-то такой день, когда ты уйдешь с этой работы, которая просто тебя кормит, и ты будешь заниматься именно музыкой, там, ну и вот этими всеми вещами, да, и это будет тебя кормить потом, и ты будешь наслаждаться жизнью и работой одновременно. Да, это вообще супер мечта. Я думаю, что у многих, и почти, мне кажется, у каждого, э, большие планы вообще и красочные. Но просто жизнь на самом деле не такая прям. Ну да, для этого надо Я к работать. я к ну, я, да, к тому, что нужно больше работать. То есть мне нужно я считаю, что мне нужно больше работать, чем сейчас. Вот. И ты, Хотя, знаешь как, и ты работаешь на своей обычной работе, и приходишь да. уставшая, и продолжаешь работать уже на себя потом. Это Да, сложно, реально. поэтому, конечно, это сложно. Я думаю, ну и все так, в принципе, мне кажется, м, начинают и продолжают. Слушай, я Это сложно согласен. на самом деле. Тем более, ну, я считаю, что в России, мне кажется, это сложнее. Возможно, я просто чего-то не знаю, например. Может быть, у меня нет каких-то связей здесь, чтобы я думала по-другому. Всему, знаешь, Вот. знаешь, ты хорошо проговорила про связи, типа, ребят, вот начинайте так, там увеличивайте свои связи. Ребят, смотрите, вы заходите в Щит Control, вот у вас уже есть связи, я Димас, вот уже Лену вы знаете, до этого Кирилл был, Леха был, вот у вас уже связи появляются, понимаете? Поэтому что надо делать? Заходить чаще в Щит Control просто и звать всех друзей и знакомых поднимать Щит Control, поднимайте Щит Control поднимает вас. Все логично, мне кажется. Конечно. Ну, я к тому, что по поводу связи, просто как получилось, что мы с Пульсом начали работать, я просто отреагировала на его сторис в Инстаграм, Мгм. все. Он мне написал: "Давай коллаб". Я: "Окей". Всё. И все. То есть я даже не ожидала, что просто так можно, ну, начать с кем-то коллаб. А на самом То деле есть с так это все незнакомым просто. человеком. Это так просто. То есть все думают, знаешь, что вот люди такие какие-то вот, если хоть немножко знаменитые, они такие какие-то или ЧСВ, или ну какие-то такие. А на самом деле такие же простые люди. Если нормальные ребята, как бы адекватные, а не какие-то там, я знаешь, там зазнайки, то почему бы и нет? То есть они ответят, если реально человек прикольно пишет, то есть это вообще не проблема. Я думаю, не только в музыке так, а вообще во многих вещах. То есть, как вот, например, стримеры, ютуберы, там, блогеры, видеоблогеры это все делают. Они точно так же делают. Вот, поэтому почему бы и нет? А приглашайте кого-нибудь Я на фидбэк, чтобы люди реагировали. Вот это интересно, кстати, Богус. Опиши более подробно. Я, если честно, не очень понял вот эту фишку, как это. Просто левых людей, типа с улицы, которые вообще просто или как? Так, ну ладно, давай это мы что-то на чат. Вот. Окей, то есть ты как раз прикольно рассказал вот эту историю, а ты где ты в Инстаграме, да? По пульсу. в Инстаграме, да. И... Я что то еще хотела сказать. Мгм. По поводу лейблов. Мгм, Есть да. лейблы, которые вот, например, я выпустила последний трек, это Take My Space. Получается, это как дочерний лейбл Trippy Code. Ну, я думаю, что некоторые, может быть, кто в этом жанре слушает музыку, сталкивался с ним. Мгм. И этот лейбл просто очень много выпускает треков, и многие артисты другие, да, которые тебя не знают, могут увидеть тебя. То есть со мной так связался еще один иностранец, насколько я помню, что он вроде турок, Мгм. если не ошибаюсь. И мы тоже с ним начали коллаб. Ну, пока просто потихоньку все двигается, поэтому
я думаю, что нужно выбирать лейблы, которые тебе дадут что-то. То есть поначалу, естественно, Любой. некоторые лейблы некоторые лейблы ничего не дадут. То есть тут о деньгах речи и не идет вообще. Вот, это То тоже есть очень тут хорошая тема, потому что многие сразу думают, вот я типа, ребят, деньги вам только биты дадут, вот 50 рублей за бит, вот это вот реально, реально работает. А остальное, то есть, понятно, что вы вначале работаете на свое имя, а потом вы уже, если прям выстреливаете, то там уже нет такого, что вы чуть-чуть зарабатываете, а потом там постепенно. То есть тут как бы, мне кажется, по-другому. То есть ты нарабатываешь свое имя, а потом ты уже можешь в один момент начать зарабатывать достаточно много, когда ты уже какого-то вот достигнешь уровня. Вот. Так. ну, я думаю, что ну да, да. А, тут Валента просто спрашивает, для чего этот шарик нужен в огне. Валента, дружище, да, это просто красивая анимация, мы ее будем периодически менять. Вот. На чем ты имя нарабатываешь? Дим, просто нарабатываю имя, люблю имя нарабатывать. Вот я Диму везде свою. Ой, у меня аж свет вырубился. Вот же, сейчас, ребят, у меня эта фигня, я случайно задел. Вот. Так, а ну иди сюда. Вот. Сорян, у меня просто с освещением вообще беда. Если бы вы видели, что у меня тут происходит в комнате, то вообще было бы весело. Вот. Да, я про то, что у нас вот даже есть еще один админ, парень, с которым мы, как бы он уже давно у нас, вот, его Алекс зовут, вы его можете увидеть внизу. Так, сейчас я фон включу, а то я забываю всегда. Вы его можете увидеть внизу в участниках. Вот, мы его вывели тоже. Вот, он вообще сейчас, ну, он давно уже на стриме не залетал, он сейчас работает больше над сольным, скажем там, проектом, который поможет нашей группе. Вот. И он сейчас Робина Шульца кто-нибудь знает, нет? Ну, слышали, наверное. Он Ну, фамилия Шульц, да. очень, он просто где-то 4 или 5 треков на весь мир очень выстреливших выпустил. Вот, и он, короче, сейчас коллабит с ним. Вот. Но, к сожалению, пока... Ну, естественно, денег это не приносит, но всему свое время. Вот. Фон потише, да, сделать? Окей, да. Что там это? Сейчас, ребят. Вот так сделаю сейчас. Сейчас. Вот так. А огонь, по-моему, сейчас вообще топчик. Вот, и поэтому то же самое, да, я думаю, что всему свое время. Вот, и у тебя хорошая музыка. И я думаю, почему бы нет? Почему бы ее не узнали там многие и наконец-то не зарабатывали этим? Кстати, где он, когда на фидбэк придет? Фаин, он сейчас работает очень много, у него там сейчас движ свой, но в скором времени он уже и для проекта много чего поможет сделать, и на фидбэках тоже будет, поэтому не волнуйся, всему свое время. Вот. Вот, поэтому, Лен, знаешь, в чем прикол? Просто как раз мы хотели ребят звать именно на трансляции, которые реально, вот мы считаем, могут очень хорошо так взорвать и, ну, как минимум добиться успеха в музыке. Вот, и как бы у нас такая тоже цель, чтобы ребята, чтобы помочь этим музыкантам и чтобы ребята больше узнавали. Вот, поэтому я думаю, как-то так. Ну и у нас у самих тоже цель, как бы, чтобы мы тоже становились, имели больше вес в пространстве таком медийном, музыкальном и не только. И могли тоже как-то адекватно помогать. Вот. Ну и не только. Вот. Ну, я могу просто подсказать по поводу того, что какие там ошибки вначале можно, точнее, совершают, да, и которые лучше не совершать. Вот, отлично, отлично. Ребят, слушайте сейчас внимательно, потому что, ну, на каждом таком подкасте у нас гость что-то свое, да, подсказывает, какие-то идеи, вот, и обращает внимание на такие вещи, которые, в принципе, вы можете на эти грабли не наступать. Поэтому, да, подскажи, пожалуйста, то есть топ 5-10 ошибок и вещей, которые... Я просто для себя кое-что отметила, поэтому Окей. сейчас я подскажу. Ну, по поводу того, что самое первое, как мне говорили всегда, необходимо для написания вообще какого-либо трека, это подбор инструментов. Я думаю, что многие просто об этом знают, но немногие уделяют этому внимание. То есть что это значит? То есть каждый звук должен подходить друг к другу, чтобы в дальнейшем их было, во-первых, легче сводить, во-вторых, это все звучало.
Но это не так просто, как кажется на самом деле. Ну, могу по себе просто сказать, то есть у меня ам, бывает часто проблема, например, с бочкой. То есть я пишу трек, и мне все нравится, но потом я открываю там проект еще раз через какое-то время, и мне не нравится бочка. То есть она недостаточно сильная, недостаточно там по каким-то еще другим параметрам. Мгм. А также бывает и с клэпами. То есть тут важно понимать и не просто так выбирать инструменты. Но это вот первое. Ну, подытожим, формировать вкус свой определенный. Ну, и даже не формировать, а иметь вкус, чтобы все это компоновать четко, вот, чтобы оно дополняло, а не противоречило, правильно, по звучанию? Скажем Да, так. да, все верно. Мгм. Ну, легче просто это сделать сразу, потому что потом на протяжении, когда постоянно ты это делаешь, особенно когда опыта мало, ты это делаешь очень много. Ну, долго над проектом сидишь, и ты понимаешь, что для тебя эти звуки уже родные, то есть и избавиться от них Да. сложнее. Мгм. Вот, и понять просто, что не так, тоже намного сложнее. По поводу количества инструментов. а, Это моя болезнь на самом деле. Я пытаюсь от этого избавиться. Вот как раз в последнем проекте, мне кажется, что у меня меньше инструментов, чем обычно, поэтому, ну, по мне, звучит достаточно все хорошо. Не То есть и вс переусердствовать, правильно? То есть да, не кидать да. все подряд в эту лапшу, я не знаю, и плов делать совсем подряд солянку какую-то, правильно? То есть в этом идея. Да, просто, Мгм. ну, я страдала этим долго, и предыдущие мои проекты тоже, а, Мгм. я много инструментов использовала и не понимала, как вообще их свести, потому что, ну, это очень сложно, потому что нужно просто понимать, какой на первом месте инструмент должен выделяться, какие должны по стерео, а, как сказать, Базе. ну да, по стерео, там слева, справа и так далее. Ну и Вот, панорама, и и, стереобаза. Ну, я понял, ну, ага. Ага. да-да-да-да-да-да-да. Вот, поэтому тут такой момент, то есть нужно все-таки меньше, чем меньше, тем лучше. Это причем не только я об этом говорю, это говорят все профессионалы, кто вот и зарабатывает на музыке. Ну, простота залог успеха, как говорят, поэтому, Да, да, ну, то да. есть легче. Чем меньше инструментов, тем меньше над ними работать, тем меньше возможны какие-то, я не знаю, косяки с ними, да, там и прочее, пересечения, там какие-то частотные конфликты Есть, и все да-да-да. такое, вот, поэтому. Ну, это еще, знаешь, к тому, наверное, вопрос именно как вот ребятам референсы, правильно находить и использовать референсы тоже в своей работе, как вариант. Да, ну вот по референсу я однажды работала, это был Мгм. не вот этот проект, а еще один из последних. То есть, естественно, копировать не нужно, то есть полностью, да, можно примерно хотя бы структуру понимать, как это все работает, для чего это нужно. Также я, в общем, для себя а, поняла, как, например, мне работать с референсом. Мгм. Это я пыталась сделать, допустим, такую же бочку, ну, не такую же, я имею в виду, не такую же сочную бочку. Или я там пыталась как-то Как у перкуссию, Моргенштерна. допустим. Ну, да. Как у Славы А, Мэрлоу. пе- например, у меня проблемы с перкуссией есть. То есть Мгм. в некоторых проектах у меня все хорошо идет, в Мгм. некоторых не очень. По То есть я звуку именно или по взяла пример. ритму? По ритму. Мгм. Но я не копировала ритм, то есть я сделала его свой, но я хотя бы примерно поняла, как вообще это ну, работает. А можно, Поэтому как ты к медяхам относишься? Можно же просто медяхи юзать какие-нибудь, там нет, готовые я уже. не, нет. Нет, в плане того, что ты можешь их поюзать и посмотреть, как оно уже построено. А потом уже сам с нуля научиться самому строить. Ну, просто, знаешь, как вот для опыта, для получения какой-то Ты, информации. То есть ты можно. имеешь в виду, что касается, например, какой-то мелодии или И картинки мелодии, и базы? драмок, ну и всего такого. То есть. Возможно, да. То есть я просто не пользуюсь, поэтому я не могу ничего сказать Мгм. по этому поводу. Но я думаю, что если это кому-то поможет, почему нет? Да. Просто главное не копировать. Но, ну как сказать, это такой сложный момент, потому что если ты слушаешь постоянно какую-то музыку, да, естественно, у тебя будет что-то похожее. Ну да, плюс, Ну, знаешь, без этого никуда. вот, блин, тоже была вот эта тема для дискуссии, что, мол, люди говорили,
вот ты там, у тебя там аккорд какой-то такой же, как у другого. И Мгм. чуваки говорят на это, то есть отвечают: дружище, на самом деле все аккорды, все вот эти последовательности, они еще исписаны с а-ля там со времен Вивальди или, я не знаю, там еще с 18 Естественно, века, 17, и что ты новое ничего не придумаешь, и то, что это все, ну, как циклично повторяется из век в век, и поэтому, типа, не надо там говорить с того, что там ты последовательность аккордов взял как где-то. Ну, это как, знаешь, вот есть ограниченный ресурс какой-то, пусть он очень большой, но он ограниченный. И ты в любом случае да. можешь сделать как-то, как у кого-то. Вот. Но, опять же, тут надо разграничивать, как ты это сделаешь. То есть, или ты тупо стыришь там очень похоже, как у там какого-нибудь там человека, который в твоем жанре пишет, там, я не знаю. Или ты просто там случайно как-то у тебя там несколько аккордов таких будет. То есть, ну, тоже такое. Вот. Ну, я полностью согласна, потому что, ну, можно копировать мелодию, и это будет слышно. Действительно, это будет плагиатом. Да. Просто можно сделать что-то похожее, но это уже не будет плагиатом просто потому, что ты привык к такому звучанию, или тебе когда-то давно, может быть, у тебя в голове отложилась ну, та или иная мелодия или то или иное настроение. Поэтому сложно тут судить, и сложно сейчас придумать что-то новое. То есть можно выработать свой какой-то стиль. То есть Даже я звучание, да? думаю, Даже не ну, стиль больше, а какая-то звучание, да. особенность, немножко ответвление от стиля, что ли, да? То есть как-то вот, не знаю, ну, Да, своя да, какая-то да, меточка такая. да, именно так. Вот Ну, тут, то есть у кого-то есть слабые стороны, ну, в любом случае, да, в написании непосредственно треков, и у кого-то есть сильные стороны, то есть их нужно подтягивать, да, друг к другу, ну да, вот, и выделять, я считаю так. согласен, да. Окей, да, тут Богус молодец, Богус прямо аж конспектирует. То есть твои эти самые. Ребят, да, если что, видео сохранится, вы можете спокойно к нему возвращаться, пересматривать, переслушивать моменты. Запомни, там, с какой-то 35-я, где-то 40-я минута мы начали именно вот эту тему, очень важную для всех, мне кажется, да? Вот, поэтому не волнуйтесь. Слушай, а еще есть какие-то моменты? Или, в принципе, так, в общем, все мы так Я сейчас затронули? просто, ну, выделила для себя, сейчас посмотрю секунду. Да, хорошо. То есть, ну, на эти моменты можно подмечать, как бы обращать внимание. И хорошо, а вот как ты считаешь, вот с чего надо человеку начать, если он хочет просто писать музыку какую-то вот в FL-ке? Вот с чего ему надо? Самое первое, что ему надо сделать? Понять просто, как хотя бы работать с паттерном, ну, это, мне кажется, и так понятно. Ну, я имею в виду, с чего начать. Или ты что-то Нет, другое я имеешь в имею в виду виду? не даже не больше там М, технически, то есть типа установить ее, там поставить все, Ну, там понятно. купить. А вот именно Это вот такую знаешь, инструкцию даю. вот он умеет клацать, он умеет уже там какие-то там сэмплов купил, Мгм, не накачал, купил. Купил все сэмплы, там, все плагины, все купил он, как у нас мгм, это люди все делают. Вот, и вот он мгм. вот сидит готов. Вот, то есть, с чего ему начать, то есть, вот просто как тут, или ему больше теорию как-то изучать, сидеть там, видосы смотреть или что-то. Или наоборот, чисто забить на теорию, больше практиковаться там. То есть, как лучше? Ты просто такой вопрос задал, на самом деле, хороший достаточно, да, но просто это всегда, мне кажется, индивидуально. То есть я даже не Мгм. могу обобщить, потому что если у человека есть слух, ну и способность, да, Мгм. например, писать мелодии, допустим, зачем ему какие-то скачивать или покупать MIDI, например. Или есть человек, который вообще ничего не умеет делать, но может работать с сэмплами. То есть построить полностью трек по структуре с сэмплами и хотя бы понять, да, как его закончить, то есть по аранжировке. Мгм. Тут сложный вопрос, с чего начать. Тут, мне кажется, что нужно отталкиваться от того, что у Что тебя ты не умеешь? получается. Ага. Смотри, просто когда давно, когда у меня возникала какая-то проблема, например, а, ну, какой пример привести? Допустим, написать бас. Не Мгм. знаю, в транс-музыке бас. Вот у тебя не получается. Ты, например, открываешь урок на "Ютубе", смотришь, как это делать. Если у тебя не получается свести бочку с басом, Мгм. берешь, смотришь и делаешь. То есть это все поэтапно. Поэтому с чего начать?
М, ну, мне сложно на самом Ну, деле наверное, ответить. больше определиться с жанром, да, то есть человеку, потому что... Ну, у меня просто я не определилась с жанром изначально. А ты Вот. сразу поняла, что ты будешь писать то, что ты Нет, сейчас... Или ты... Ну, с чего нет. ты начинала? Какую музыку ты писала вначале? Биты. Сейчас Э, скажешь биты. Сразу Нет, я просто уважение писала немножко. то, что умела, просто то, что получалось. У меня не было какого-то определенного жанра, и в этом была и проблема. Какие-то мелодии ты просто. Ну, то есть какую-то, знаешь, А, мелодию под нее там пыталась там какие-то там ударочки легкие, да, и вот так ну, я бы шло. не сказала, что они были легкими, но да. Ну, в общем, да, что-то пыталась сделать. Мгм. В основном это, в основном, кстати, интересная тема вспомнила. У меня получалось самые какие-то сочные моменты. То есть это, ну, наверное, кульминация, я думаю, сразу. Классно. И мне было сложно, да, мне было сложно написать начало и конец. Ну и Ё-моё. то, что до кульминации, да. Вот, и потом мне было сложно, в общем, соединить все эти части, Мгм. но я могу сейчас сказать, я общалась со своим другом, Мгм. тоже музыкант, у него ник Theory 27, то есть теория 27, Ага. Мгм. можете послушать его музыку. Мы с ним общались по поводу того, что просто бывает, короче, начну так, бывает такая проблема, когда ты начинаешь писать трек, и вроде пишешь с самого начала, вроде есть какое-то развитие, потом ты идешь на работу или какие-то свои дела, Мгм. возвращаешься, и ты не можешь его дописать. Мгм. И мне кажется, что это у большинства такая проблема дописать трек. Наверное, И знаешь, мы... да, извини, пожалуйста. Я думаю Не, просто, говори, говори. что у человека настрой определенный в определенное время. И как бы, знаешь, такая муза, то есть тебя прет, например, вот сейчас, и ты прям Да. пишешь. А потом у тебя это уходит, этот энтузиазм, это вот какая-то муза уходит. И ты уже как бы не с таким настроением, что ли, настроем, я не знаю. Вот, и ты уже не так воодушевлен, и ты можешь, у тебя настроение меняется, ты, например, другое уже что-то можешь написать. Но здесь как бы вот, и то есть это уже, знаешь, новая тема для обсуждения, а что с этим делать? Как вот с Что с этими этим делать? Вот, незаписанными демками работать? вот я к этому и веду. Самая главная задача, ну, я Мгм. еще этим не пользовалась просто. Мгм. Я буду этим пользоваться, потому что, ну, еще новый проект пока не начинала. Нужно допустим, вот вечер, например, да, приходишь после работы, ну, или выходной день, написать ну, самую главную идею. То есть идея трека — это что? Это середина, допустим, и кульминация. То есть не Ну да. нужно Мгм. ну, начинать сначала, не нужно там прописывать с самого начала полностью аранжировку или, например, с самого начала все сводить все инструменты. Ты Как просто больше тратишь на это у всех энергии и все время. по-разному, капец. Я, знаешь, мне когда писал мелодию для менюхи, для игрухи одной, я только начало написал, потому что меня проперло. И знаешь, у меня просто... Может, я какой-то такой особенный. Я просто вот визуализирую все, я вижу, у меня картинка перед глазами, вот такая вот. И я просто пытаюсь эту картинку написать музыкой. Ну, выразить музыкой. И Мгм. я вот это интро, как я вижу, написал, а потом просто затык и все. И так и интро и осталось интро. Вот не знаю, как это работает, если честно. Ну, Вот. просто я не знаю, но вот это, я думаю, что очень важный совет, потому что этим советом пользуются все. Ну, все, я имею в виду профессионалы. Мгм. Почему вот, например, Борис Брейча, да, который вот, благодаря которому я начала писать такую музыку, Мгм. благодаря его музыке, он делает треки все абсолютно за 3 дня. Ну, для меня Обалдеть. это, ну, это всегда... У меня было такое 2 раза, наверное, 2 дня я потратила на трек. Я написала полностью всю аранжировку вместе со сведением, но без мастера. Ну, то есть это реально, но я не начинала с какой-то, вот как я сейчас говорю, да, про написать идею, ну, всю идею сразу. Вот. Мгм. То есть я начинала сначала и до конца. У меня тоже такой был один Потом, раз. Я ну да, то бит есть 3 дня это... писал. Ну да, то есть это от случая зависит, от настроя, от того, сколько у тебя свободного времени и так далее, и так далее. Мгм. Вот. Поэтому я думаю, что Согласен. этот совет всем пригодится. Но видишь, Окей. я как раз начала с чего? С того, что когда я писала вот эту всю самую идею, Мгм.
у меня не получалось написать начало и конец. Мгм. А все потому, что у меня не было опыта. Я не понимала, как это все делать. Я не понимала, какой у меня жанр. Вот, Я, а ты ну, то есть, быстро к этому пришла, к жанру, или все-таки нет, долго металась? нет. Ну вот, если брать 2011, да, год, Мгм. примерно я начала, то определилась я в 2017 Ты примерно. 6 лет в каких жанрах ты писала? То есть вот а-ля то, что вначале было просто, ну, мелодии какие-то, кульминации, там, дропы, но непонятно к чему? То есть как это? Или какой-то такой жанр получался смешанный, что ли, не знаю. Все сразу. И мне кажется, все сразу. Ну, то есть я пыталась сначала просто понять эту Мгм. программу, вот, и писала, наверное, ну, пыталась понять, наверное, многие плагины, как они Мгм. работают. И по своей ошибке я не изучала всякие уроки на Ютубе и так далее. Только Мгм. потом, спустя какое-то время начала. Да их не так много было, наверное. Не так Да, прям. я даже не знаю, Мгм. правда. Вот, просто пыталась, то, что у меня прет, то, что идет, я не знаю, это никакого жанра не имеет. Наверное, это просто, может быть, какой-то Вот у меня тоже. У меня, ну вот я самые первые треки какой-то написал. экспериментальный. Ну, ну, пытался биты просто, чтобы понять, что такое. А вот более такое мелодичное у меня какой-то а-ля мелодик, транс, смешанный, я не знаю, с чем, из 90-х, что-то такое получалось. Это какая-то просто, я не знаю, жуть была. Ну, в общем, да, я думаю, у всех так. И потихоньку люди приходят все-таки. Слушай, тут вопрос, давай, чтобы он не ушел в чате. Тут Мгм. Богус писал, кстати, сведения и прочее с этим связанное, как сильно решает аппаратура, наушники, мониторы и прочее? Вот такой вопрос. Тоже хороший вопрос. Ам, Когда, сейчас я соображу, когда это было. Я думаю, что очень много решает, Мгм. а, когда ты особенно не разбираешься просто в сведении. То есть, когда я купила наушники, Мгм. как они, Bear Dynamics 670 DT Pro, как они, сколько они там, получается, 300, 250 Ом вроде, Мгм. можете меня поправить. Если честно, я уже забыла все цифры. Вот, я купила эти наушники, и мое качество улучшилось, но этого было недостаточно. Я не чувствовала музыку своим телом. Это очень Мгм. важно. Ну, это стало важно для меня, потому что в наушниках постоянно писать это невозможно. Мгм. Ам, Дальше, спустя год, наверное, я приобрела себе вот мониторы, которые стоят Мгм. сзади. Это JBL 305 MK2, если не ошибаюсь. Мгм. Вот. И качество улучшилось И сто панорама процентов. сразу такая. Шик. Но Я просто есть. проблема, знаешь, в чем? В том, что если комната не подготовлена, у меня раньше не было вот этого, ничего не было, никаких. Просто была стена и все. А не Ну, звук подготовлена, то можно, рассеивался, скажем так, отталкивался. Ну, да, не так все было, как надо. Мгм. не так, и сейчас тоже это не так. Мгм. Вот, но это улучшило качество, наверное, за месяц. Мгм. Это, Ну, это то есть, вот хорошая тема, можем тоже к ней потом чуть-чуть перейти. По поводу мгм, того, вообще, как себе обустроить жилище твое, да, то есть какие фишки и прочее тоже, наверное. Но это давай чуть-чуть попозже, то есть сейчас ты мгм. закончишь свою мысль, и тогда перейдем к этой теме, потому что это прикольная тема Вот. такая. Также я считаю, что это индивидуально, потому что у меня есть также друг, Роман Коровин. Он Ага. кидал как-то треки, но я Это думаю, ты тоже, помнишь его. тоже наш друг, да, хороший У него очень, обычные колонки. крутой парень, Ну, ты что-то слышал его делает. качество. Да, я слышал, он Ну, прям то есть какое-то бешеное качество на самом деле. Да, бешеное бешеное. качество, да. Отвечай. Да. Вот. И тут, видишь, ну вот, у него есть, он, так как сказать-то, он выжимает максимально, что он может из того, что у него есть. Да, да, это, ну, Вот. а И как я считаю, по-другому? что да, как по-другому, к сожалению, не у всех есть возможность, да, все это приобрести и так далее, и обустроить себе как-то. Вот. Владимир Сергеевич, привет, привет. Заходи на Twitch, у нас тут вся движуха. Вот. И подписывайся на И группу. Извини, пожалуйста. не, все в порядке. Ага.
О чем я говорю? Я забыла. Вот, ну ты О том, говорила то, что что... оборудование, да, да-да-да. Это не всегда решает. Просто тут все зависит, наверное, от знаний сведения. То есть есть также Понимание. люди, музыканты, у которых есть все оборудование, даже покруче, ну, чем у меня, у кого-то еще, но качества нет совершенно. Вот. Поэтому Согласен. что я думаю, что нужно максимально выжимать из того, что у тебя есть, Мгм. максимально сводить, учиться, да. Особенно я считаю, что нужно начинать с эквализации. Конечно, То есть конечно. это, мне кажется, самый важный момент — эквализация. Да. Блин, и потом уже что-то другое. Вот. И что-то еще, наверное. Ну слушай, В принципе, такой вопрос интересный. У тебя же есть, да, звуковуха внешняя? да, да. Смотри, ты когда... ты поначалу, наверное, 100% у тебя ее не было, ты с обычными наушниками сидела. Я в капельках. Ну да, ну то есть без Ну звуковых. да, Ты когда ее без. купила, ее... Ну, а потом, то есть два момента. Когда ты ее купила, и потом, когда ты мониторы купила. Ты вообще офигела от того, что как звук поменялся, как он стал осязаем, насколько качество поменялось, то есть вообще... Потому что у меня, я вот года 3 назад, наверное, купил звуковуху себе внешнюю. Если Мгм. честно, у меня вот я просто чуть с ума не сошел. Потому что я привык раньше слушать с колонок телефона, там с просто колонок каких-то фиговых старых, там наушниках, но я никогда не слушал вот так вот звук. А я еще у Макса был, то есть, ну, ты знаешь Макса, и ребят тоже знают. Да, да, Я конечно. у него, он себе моники купил там буквально тоже там полгода назад. Мгм. И он меня посадил, он меня как включил. Я такое, честно, никогда в жизни не слышал, серьезно. Это Да. просто, когда у тебя там, он говорит, смотри, а вот тут клэпчик, и тут пцк, 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 вот тут, знаешь, между мониками такая вот где-то вот плавает такой. Да это Точно, я невозможно, вспомнила. забей. Мгм. Вот, то есть как у тебя поменялось ощущение вообще, и как Я это вообще было шоком, нет, для тебя? Это было приятным шоком. Это было прям я не знаю, как это описать, потому что звук был полностью посередине. Мгм. Ну вот он шел посередине, и получается вот так. Да, То есть и прям на меня он прям и был направлен. И для меня это прям, не знаю, какой-то экстаз, что ли, был да, звуковой. да, И, прям, конечно, это решает очень много что, да, согласен. 100%. Но также можно и в капельках написать шедевр, я считаю. Так что Да. Тут Богус пишет очень прикольную тему. У нас музыканты относятся друг к другу как к врагам и конкурентам, а не как к коллегам и друзьям. Проще облить по-моему, чем мягко указать на ошибки и поддержать. Богус, вот и поэтому существует щит-контрол, и поэтому у нас и гости хорошие, позитивные, веселые ребята, готовы вам подсказать, помочь, да? Вот, и мы стараемся тоже адекватное комьюнити создать, поэтому... Вот поэтому от нас важно, чтобы там вы залетали к нам, поддерживали, там, звали можно друзей, там. Да, конечно. как раз на эту тему по поводу критики. Это очень важно, мне кажется, потому что большинство музыкантов, извините, ам, Мужиканты. Ах вы мужиканты. музыканты, мне кажется, очень эмоциональные люди. Ну, я так думаю. То есть я сужу по себе. И, возможно, некоторые также относятся к критике. Ну, критика разная, да, бывает, но относятся к ней очень Враждебно. близко, принимают к сердцу. Вот, например, допустим, пример приведу. Мгм. Кинула я свой трек, вот который вы все слушали. Я не буду называть группу, я не знаю, лучше, наверное, не надо. Не знаю. Да можешь называть, Вот, у нас нет, нам вообще пофиг, неважно. хорошо. Скинула Муз-бизнес Ага. группа. А Я думаю, Арама что многие тоже Киракосяна? знают. Да-да-да-да-да. Ага. Не помню, как его зовут. Да, Вот. ага. И я просто, когда куда-то скидываю, я примерно знаю, что мне люди скажут. И почти я никогда не ошибаюсь. А ты скинула ты в комменты М. или в беседу, или Нет, куда? прямой эфир, А, у них прослушка тоже есть трека, фидбэки, да? туда-сюда. Да-да-да-да-да. Ага, окей. Никому он не зашел трек. То есть он сказал, что Ведущим посвящение или чуть-чуть? и ведущему, и тем, кто слушал. Мгм. Ведущим, те, кто слушал, никому не зашло. Сказали, что очень слабая работа,
очень слабая аранжировка, в общем, какой-то старый бас 2007 года. Ну, в общем, как-то так. То есть, ну, сам понимаешь, Ну это просто, рамки, это же рамки, блин. Вот когда музыка в рамках, ну, типа, вот у тебя бас сейчас модный такой бас, а у тебя 2007 года, значит твой трек говно. Вот это чисто вот я не одобряю, я типа против такого, не знаю. ну да, да, то есть я к чему просто говорю, к тому, что вот я закрыла этот стрим, думаю, твою мать, типа, а как на самом деле я к своему Удалите треку фол. отношусь? Как я лично к нему отношусь? Вот Мгм. я не понимаю. Я была а, в растерянности на самом деле. То есть это меня немного пошатнуло, хотя такого не должно быть. Нужно на любую критику относиться совершенно, ну, холодно, Нормально. мне кажется, да, к И не такой, ну, или близко к сердцу нормально, не или принимать. принимать, да. Да, да, да. Мгм. Но вот в этот раз я восприняла вот так. Задело, да. Задело, потому что я не Ну, ожидала этого. знаешь Вот. почему? Вот, И ну да, продолжай, я просто, у меня тоже очень много мыслей есть, поэтому. да, я просто хочу закончить этот пример. И скинула я, значит, музыканту, не буду называть его имя, но он очень опытный Мгм. в своем деле. У него много релизов, он выпускается на хороших лейблах. Я с ним не знакома, но решила просто вот попросить фидбэк. Он русский. Русский, ага. Русский, да. Окей. Я ему скинула трек, и он мне расписал просто настолько все грамотно. Не то, что там, как тебе объяснить, и как вот, знаешь, за отзывы, за фидбэк какой-то некоторые платят деньги, чтобы Мгм. им расписали все от А до Я по мелочам и так далее, так далее. То есть здесь, может быть, сведение не так, здесь что-то это, здесь нужно поправить, возможно, да, и так далее, и так Мгм. далее. И я получила конструктивную критику от этого человека. То есть я такого, ну, не, наверное, нигде почти не Ну, в видела, целом ему как от понравилось, него. или что он сказал в целом? Блин, я бы зачитала, конечно. Ну, в общих, то есть обобщенно. Он написал, что ему, ну, я, короче, конкретно не помню, но, в общем, Мгм. он написал, что ему понравилось. Потом он написал свою критику, что Мгм. вот здесь, в этом моменте, да, у меня там просто был, получается, на сабасе Мгм. эффект стоял. Он сказал, что лучше так не делать, потому что, ну, сабас — это все-таки такой момент, что чтобы он не терялся Мгм. в Сейчас, подожди секунду, миксе. пожалуйста. Дим, Мгм. сейчас мы сейчас буквально, Лена закончит, мы сейчас твой вопрос поднимем, я его как раз помню, так что не волнуйся, сейчас подожди немножко. Вот, ага, да, продолжай. Вот, сейчас, секунду, подожди. Мгм. Дима любит казахов просто, он оказывается, у Димы Иманбек это его троюродный брат, вообще-то, если вы не знали. Поэтому. Он написал, что, в общем, ему понравилось, слышно Мгм. по качеству звука, что много часов работы, Мгм. что я начну с позитива и завершу критику. Правильно, То абсолютно, я есть, думаю. да, то есть он написал, получается, что ему понравилось, ему нравится интро, ему нравится саунд-дизайн, Мгм. ему нравится качество и подобранные инструменты. В плане критики написал, что вот как раз по поводу этого баса. Так, и по поводу второй части трека написал, что это на любителя. То есть очень много басовых модуляций, то есть автоматизация ручек и так далее, и так далее. Вот. Знаешь, вот эта вот тема как раз на любителя и прочее. Я, когда у нас стримы проводят, я говорю просто, что это вкусовщина. Поэтому это к критике как бы сложно отнести, потому что в чем беда такая? Как бы есть объективные вещи, а есть субъективные, вот именно в музыке. И как бы вот технические вещи я отнесу больше к объективным вещам, да? А больше, что касается музыкальной части, там, как ты, например, там, я не знаю, в какие тональности ты выбрала, там, я не знаю, Ну, как мелодия, допустим, то, что мы мелодии, бас. да, Мгм. там, ритму, если он какой-то такой ломаный или не ломаный, ну, как вот. И вот такие вот вещи, они как-то вот больше субъективны. То есть это все-таки творчество, а творчество это порыв каких-то эмоций, я не знаю, и твое видение как бы какой-то вещи. И, соответственно, как ты видишь, то есть человек может по-другому видеть и воспринимать.
Соответственно, как бы это Конечно. сложно как-то оценить. Вот такие творческие вещи, понимаешь? Вот, и поэтому я как бы тоже, вот мы на фидбэках стараемся, что касается музыкальной части, просто подметить ее, но не критиковать, потому что это, ну, это просто творческая вещь. Это, вот знаешь, как, типа, какой-нибудь Пикассо написал картину какую-нибудь, там, я не знаю, криво, неровно, у него там лицо неровное, а там расплывчатое. Он здесь видит какой-то, он вкладывал сюрреализм какой-то, а человек просто посмотрит и скажет: фу, твое творчество фигня, у тебя рожа неровная, типа вот на Ну, картинке. конечно. Вот, то же самое здесь. Вот, Вот. И я закончу, короче, эту мысль. Я с давай. тобой, да, полностью Мгм. согласна. И закончу тем, что со временем найдутся те люди, которые будут давать эту конструктивную критику. Да. Вот. И не нужно скидывать абсолютно всем и каждому свою музыку. Я считаю так. Знаешь, Потому что, согласен, но знаешь, просто у нас как-то комьюнити, вот не только, это не только музыка, это вообще творчество, это вот ну, конечно. игры, там, блогинг и прочее. То есть я такое и в играх видел, и вот ру комьюнити там во всяких там разных там Counter-Strike'ах, там в Доте, где-то еще. Такое вот, часто токсичное, часто как-то отвергающее, часто ЧСВ и прочее. Поэтому я считаю, что просто надо создавать такие комьюнити, которые везде, вот мы в музыке, например, создали, которые как раз помогут человеку, потому что все-таки человек близко к сердцу воспринимает свое творчество, он вкладывает какую-то часть себя в трек. Я сейчас не про биты. Вот, ладно. Вот, он реально вкладывает часть себя, и просто когда ему плюют, типа, на это, и говорят: это вообще фигня, типа, зачем ты это занимаешься, особенно часто любят в комментариях писать, типа: а что ты вообще этим занимаешься, лучше там чем-то дельным иди займись. Человеку просто обидно, он вообще перестает как бы заниматься. А если ему помочь, подметить, он реально сможет, ну, там добиться чего-то, и он поймет, может, какие-то вещи, которые не знает. Поэтому, ну, блин, я не знаю, то есть просто зависит все от скопления людей, от сообщества, куда ты кидаешь трек. Вот и все. Так, Я полностью согласна, да. там что-то в чатике сейчас ребята разбушевали, сейчас я почитаю. Вот. Беда быдла и масс серьезные музыканты, их сообщество серьезно разберет вопросы такие. Там взрослые, адекватные люди. Не сравниваем наше комьюнити с дотой. Понятно. Ладно. Вот. Дотеры, все дотеры музыканты, да. Вот. Я предлагаю вопрос Димы. Дим, ты здесь? Нет? Напиши в чате. Он вопрос задал один интересный. Сейчас я его поднимусь, найду. Так. Сейчас я выше чуть-чуть. Вот он где-то тут. Вот, вопрос в подкаст. Откуда взять мотивацию клепать треки в фаворит жанре, если топ-20 прослушиваний чартов переполнены канализационными отходами? Вот такой вопрос. Вот отличный вопрос. Я недавно его обсуждала с кем-то, с тобой, что ли, вроде? Нет? Не Ну, может помнишь? быть, не помню, может быть и да. Я просто со многими ребятами общаюсь, мне пишут. Я Да, поэтому... вопрос в чем? В том, что если ты хочешь добиться огромного успеха, это как, например, это зарабатывать, допустим, много денег или успеха в своем каком-то кругу, чтобы у тебя была какая-то фан-база, которая тебе будет давать какое-то количество энергии, понятное дело, я имею в виду денег, да, чтобы жить. Просто тут зависит, наверное, от цели. Если, что касается много денег, то придется подстраиваться под лейблы, подстраиваться под звучание. Поэтому меня это не подходит. Под моду и прочую фигню всякую. Да, потому что я, когда выбирала лейблы, даже и топовые смотрела, и не слишком топовые, и музыку всех одинаковая. То есть я для себя мало что подметила, что отличается вообще от чего-то. В принципе, как-то отличается от общей массы. Слушай, такой вопрос. Топовые и не топовые лейблы. Разница лишь в том, насколько у тебя много будет прослушиваний и как только много будет у тебя роялти, или в чем разница? Или Хорошо, то, что они лейбл. типа с крутыми музыкантами взаимодействуют, типа подписывают? Я думаю, что все топовые лейблы работают, не будут брать кого-то с улицы. без имени.
Но возможно, да. То есть либо если у тебя нет контакта прямого, да, к менеджеру, Мгм. допустим, который занимается подборкой, ну, а, подписанием контрактов и так далее, то тут без связи никак не обойтись. То есть я вот заметила, что есть один музыкант, у него треков очень мало, может быть, он до этого другим именем выпускался, но он сразу влетает в какие-то топовые лейблы. То есть для меня это было удивительно. Мгм. Как так сразу? Вот. Так, какой был вопрос? Напомни, пожалуйста. А я просто имел в виду, вот, типа, в чем разница между топовыми лейблами и не топовыми. То есть, а, Также, вот. Мгм. Да-да-да. ну, то есть, в топовых, как я понимаю, если тебя подписывают, то у тебя есть вероятность очень большая, что ты выстрелишь, будешь много зарабатывать и прочее, да? То есть, за счет своего Есть имени вероятность. или за счет Есть чего? вероятность того, что они могут вкладывать в тебя деньги на рекламу. Есть также лейблы, которые вкладывают, ну, точнее, после подписания контракта они дают тебе сумму в районе 500 тысяч рублей, например, Мгм. и потом на тебе это зарабатывают и компенсируют эту, получается, ну, Я трату, понял, я да, понял, я получается. понял. Ага. Вот, и получается, у них есть возможность и деньги для того, чтобы тебя продвинуть дальше, для Мгм. того, чтобы устроить какие-то туры, если ты потенциальный, да, и если ты готовый артист какой-то. Вот. Так что у них есть возможности Ну, и ресурс, я понял. То есть топовые лейблы, ресурсы. топовые лейблы, у них просто большие ресурсы, и имя, связи и все такое. Да, и не знаю, просто, возможно, есть топовые лейблы. Что такое топовый лейбл? Это просто открываешь, например, а, Битпорт. Ну, короче, сайт bitstats.com. Мгм. Туда вводишь лейблы или просто смотришь статистику лейблов. Там будет указано, на каком месте лейбл находится. По Битпорту обычно так ориентируется. Я понял. Вот. Окей. Вот, а возвращаясь к вопросу Димы, вот, на самом деле, да, сейчас мода, знаешь, она как-то, ну, что ли, формирует, ну, точнее, нет, общество формирует моду, вот, и это везде. И даже то, что, ну, не все заходят, им все равно преподносят постоянно на блюдечки и говорят, вот, кушайте, и как бы вы уже свыкаетесь с этим. Вот. И, соответственно, вот вопрос Димы, что вот реально, если ты пишешь какую-то такую экстравагантную, аутентичную музыку, а тебе ее просто, ну, не дают, она никому не нужна, что тебе делать? Как бы пытаться на себе продвинуть этот жанр, да, или вот такую музыку. Или просто забить на это и под копирку делать то, что сейчас как бы делают многие. Но ты не будешь преуспевать в этом, потому что у тебя нет денег, у тебя нет там связей. Как тебе еще выделиться, если ты то же самое пишешь, что и другие? Сложный вопрос. Вот. Очень сложный вопрос. Просто я не знаю, честно. Как выделиться? Можно по-разному выделяться. Можно просто показать, кто ты есть, свой, ну, себя, да, снимать Мгм. какие-то видео, что-то еще, что ты там делаешь в студии, Ну, например, да, или согласись, просто этого, за этого, компьютером. этого не хватит. Этого да, да. Но если ты какой-то фрик, например, этого хватит, допустим. Ну, в том-то и прикол, сейчас, А, понимаешь, такой мир, что, типа, сейчас фриков, ну, осуждаю, это плохие слова, да, необычные люди такие, потому что на Твиче, по-моему, нельзя так говорить, хорошо. да, Необычные люди, необычные, да. если ты неформальный человек, да, необычный, вот, Мгм. то ты уже не выделишься, ты больше похож на, ну, как бы, ты больше выделишься, если ты обычный, вот скажем так, то есть ты обычный музыкант какой-то со своими такими Но пока интересами, еще нет, мне кажется, пока еще есть тенденция. но все равно есть, но уже меньше, меньше, меньше. Валента пишет, то чувство, когда твоя М, мама и есть твой менеджер. Дружище, мама и бабушка дают мне деньги на обеды, и вот давали, я не обедал, и вот я купил себе камеру, купил себе микрофон, и вот теперь я трансляции веду. Что, Вот. например, еще я подумала по поводу того, как выделиться. Многие сейчас начинают, ну, в принципе, мне кажется, раньше начинали ценить живую игру, например. То есть многие, кто пишет в Ableton, могут, ну, может быть, и в FL Studio можно это делать, если честно, я просто не Живые знаю, не инструменты? пробовала. Нет, вживую играть. Ну, например, Можно, много там раз, такая фишка есть. да, много раз я видела, что, да, вот человек выступает, у него есть MIDI-клавиатура, на которой он играет мелодию. Угу. То В есть режиме это реального очень времени. ценится.
Да, Да, это очень да. ценится. И, ну, я думаю, что у этого человека есть музыкальное образование, потому что у него есть Ну, достаточно сложные композиции, и не там обязательно, конечно. Но не знаешь, обязательно, как да. бывает, просто ты на допы ходишь к чувакам, и тебя научат. Ты там за Можно и полгодика, так за учиться, годик будешь конечно. просто богом, реально. Богус я бы задонатил, но у меня сработает работает. Дружище, ни в коем случае, ну, как бы, если проблемы вдруг у вас какие-то, не нужно там последние кровные отдавать. Да, ребят, я напомню, да, у нас бегущая строка есть, что у нас вот именно подкасты, они больше такие а-ля благотворительные, то есть, как бы мы эти деньги себе не забираем, мы гостям отдаем все пожертвования, все донаты ваши. Вот, поэтому если вдруг кто-то, у кого с работой нет проблем, или там у кого там бабушка, мама дает на обеды нормально, вот, захотите, можете прислать, как бы, и мы Иксиде передадим эти денежки, ей она обязуется их потратить на творчество, там, на, там, Не на пирожки, да. да, вот, поэтому, если что вдруг, кидайте, мы будем только рады, вот, как-то так. Давай, наверное, к интересной теме перейдем, которую мы Мгм. обсуждали. Смотри, по поводу, скажем так, комнаты, ну, места работы, да, то есть вот ты затронула такую тему, что вот, мол, у тебя комната была такая чисто со стенами, у тебя звук был некачественный. И мы так вот мимолетом так перешли к тому, что какая должна быть в идеале комната, чтобы прям вот все было четко, чтобы можно было правильно слышать звук, который исходит из источника звука, то есть там мониторы, колонки, там наушники и так далее. То есть какая В должна быть идеале комната? ровная. Наверное, я думаю так. Ладно, хорошо. А Можно. вообще, монитор не нужно располагать напротив окна. Но Конечно. если такой возможности нет, да и много роликов на Ютубе есть. Я просто не профессионал в этом деле, но могу так Мгм. сказать, что я знаю. То если у вас окно, получается, перед вами, то нужно его как-то плотными шторами, что ли, закрыть, да, Да, чтобы не солнцезащитными. было. Есть такие Ну да, ребята, непроницаемые с солнца, вот, поэтому да, есть такое. Шторы. да, то есть и это может помочь хотя бы как-то, потому что иначе будет гул, очень много гула. Также по Извини. поводу... Тут не сон пишет. Моя комната будка с двумя огромными микролабами. Дружище, ну, надеюсь, когда-нибудь ты перейдешь с будки. Вот. Так, ага, да, а, продолжай. Просто. Ну, вообще в идеале, чтобы были басовые ловушки, Мгм. можно не обязательно такие, как у меня, например. Можно вообще свои собственные как-то сделать. Я даже видела какие-то видеоролики, как делают из каких-то материалов, которые можно приобрести там в Мгм. строительном магазине или где-то еще А знаешь, как можно? на углах. М? Ребят, берете, смотрите, ящик, вот, палочку ставите на ящик, поднимаете ее, и под ящик кладете там 808 там этот сэмпл баса. Окей. И это будет хорошая ловушка басовая очень. Особенно для битмарей, вообще они на нее попадутся вообще без проблем, думаю. Да, как вариант, почему нет, да. Ой. Тут, кстати, Богу спрашивает, Лена, что там у тебя за абстракция светится справа и слева? Вот эта вот штука такая. Это для Это тусовок? подружки мне с работы подарили на день рождения. Ух ты, это для релакса или для тусовок? Что это? Для релакса, конечно. А Для то, атмосферы. знаешь, такие шары, которые типа тусят в клубах, вот, крутят. Вот. Вот. Нет, ну нет, это просто, я не знаю просто, как это назвать, Ну, декор как такой, да? фигуру. Ну да, 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 Мгм. да, да. Слушай, Мне приятно в такой ага. обстановке Ну, мне работать. тоже так, знаешь, ты прям реально вот профессионал сидит такой вот, у него прям мониторы, такая для тусовок такая штука релаксная, блин, ну, круто. Плюс 10 к атмосфере трека, по-моему. Ой, Вот. у меня же, кстати, лампочка есть какая-то, ну, не лампочка, как она называется, из Алиэкспресс, Мгм. которая пульсирует еще светом разным. Ух Это ты. тусовочка такая. Тебе можно, знаешь, Вот. такие стримы проводить, где ты пишешь музыку и, знаешь, там вот такая тусовка, и я бы такое даже репостил вообще бесплатно. Что, круто? Поддержал бы. Вот. Ну, это все в планах, мне кажется, просто, как-то... Без Я проблем. думала об этом, на самом деле, домашние вечеринки, это круто. Да, если Это, хочешь, ну, я не тебе знаю, подскажу, как это сделать.
например, если будет потом возможность. Когда лейбл тебя Да? подпишет на большие деньги, ты про щит-контрол не Мгм. забудешь, и ты ему напишешь там, ребят, помогите. Вот. Да, кстати, по поводу темы, что мы обсуждали, как я знаю, то есть как сделать чуть получше звук, чем у вас есть. Некоторые люди реально вешают ковры, серьезно. Ну, это Да, такая... да, да. В чем суть, чтобы просто звук у тебя не не отталкивался, скажем так, от стен просто, чтобы не было вот этого вот гула и прочего. Не То есть, расплывался, наверное, да, больше. да, да, да. И как бы вот желательно что в своей комнате? То есть поставить шкаф какой-нибудь, Вот, 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 повесить вот да-да-да. такие вот какие-то ковры. Можно, знаете, даже как, я видел видос, очень крутой чувак, американец делает. Есть, ну, скажем так, рамки такие с двух сторон. И по центру такое вот стекло. Знаете, может, такие, как вот постеры есть с стеклом. И он туда просто майки натягивает. Вот. Это как не ковер, это просто как красивое такое на стену такой вот, как тоже постер получается, с майкой обычной. Вот. И тоже для звука очень круто. Вот. Поэтому, как бы у кого нет, у кого нет, ну, особо денег, но хотите, чтобы звук был лучше в комнате вашей, то просто заполняйте ее всякими вещами. То есть там шкаф, там полочки, какая-нибудь подушечка на полу, я не знаю, на стену что-то вешайте, там шторы, где окна поплотнее, вот, и будет, я думаю, лучше, чем есть сейчас. Ну, Вот. да, согласна. То есть комната не должна быть пустой. Что касается пола, некоторые говорят, что можно даже ковер постелить, но ковер это не всегда удобно. Я имею в виду пылесосить его и так далее. Тут шутка про Вот, но это тоже Хованского. помогает. Теперь ясно, почему у Хованского столько мусора в комнате было. Видела, да, Да, Хованского? да, 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 видела. Комната жениха, знаешь, вот этот прикол. Пусть говорят. Ребята просто прикалывались и сфоткали эту мусорную, просто бомжатскую комнату и типа написали «комната жениха». Ну пусть говорят. Вот. Да, поэтому, может, кому А поможет. так еще есть такие деревянные, как их назвать-то? Пластины, можно так назвать, нет? Их, получается, тканью какой-то, ну, просто можно какой-то определенной тканью плотной, как вот так вот сделать, Накрыть, ага. закрепить, вот, и поставить, например, не знаю, там, по бокам, допустим, по стенам, либо сзади, допустим, чтобы это как-то правильно отражалось. Ну вот, Я думаю, ребят, что много есть вариаций. яичные лотки. Яичные лотки это надо скотчем обматывать и микрофон ставить, чтобы звукоизоляция хорошая была, чтобы читать рэпчик и продавать его за 50 рублей. Рассеиватели. Да, рассеиватели. Вот. Прикольно. Ну, слушай, мы сегодня с тобой, знаешь, такие темы обсуждаем, вообще необычные, нестандартные, прям такие. Это очень классно. Прям так. Не идем по сценарию, это прям вообще суперски. Вот. Ребят, да. Да, если вдруг у кого есть какие-то вопросы, можете спокойно писать, задавать там мне, Лене, вообще без проблем. Если интересно какую-то тему обсудить. Спасибо за фоллов, дружище, что у нас фолловер новый, это отлично. Вот, добро пожаловать. Я могу пока просто рассказать, какие плагины я бы порекомендовала. Давай, это отлично, да. Ну, конкретно, может быть, в каких-то других жанрах, может быть, не подойдет, я не знаю, это всегда индивидуально. И также считаю, что каждый плагин должен подходить. Ну, то есть должен быть удобен, понятен и так далее. Давай, то есть было комфортно. Огонь. Это прям супер полезно. Я, возможно, просто сейчас я выписала. Так, плагин Torn пишется Thorn. Ну, я так давай, с русским акцентом буду говорить. Давай, сейчас вот так буду писать. Скорее всего, вот так, ребят. Да, мне просто я не могу написать, поэтому... Что он делает? К сожалению. Torn Light. Нет, стоп, нет. Torn, просто Torn. Да, я понял. Сейчас. Ну, там есть и базовые звуки очень классные, и в нем очень много просто функций, которыми можно как-то разнообразить вообще и, в принципе, создать какой-то свой звук. Мне очень нравится, и я очень много экспериментирую с ним, поэтому мне он идеально подходит. Вот этот бы я написала, на самом деле. Сейчас тут тебе вопросик задали. Интересный. Жорж Смол.
написал: «Привет, вопрос Expedia. Вообще, люблю музыку потяжелее, вроде Креатора и так далее. Но и музыку, которую вы пишете, и подобную тоже, как говорится, втыкает. Как так?» Спасибо. Как так втыкает? Да, как так Или, втыкает-то? Вот. ну, Как так мне получается? кажется, мне кажется, каждый человек в какой-то музыке, которая ему нравится, он находит что-то свое, что-то, может быть, себя даже, может быть, какие-то свои переживания или свои какие-то интересы, Согласен. не знаю даже. Я вообще Отклик меломан, какой-то. поэтому Отклик, да, есть вот в чем-то. То есть ты в слышишь что-то, душе, в есть душе, вот. Да, да. да. Поэтому. Ну, Окей. просто в свою музыку вкладываю больше, наверное, эмоций и переживаний каких-то, возможно, и позитивных, и каких-то негативных, и каких-то, которые я бы хотела испытать, например. Мгм. Вот. И поэтому мне кажется, что, возможно, людям некоторым это близко. Я тоже так думаю. Сейчас я... Смол, спасибо за вопрос. Подписывайся на группу ВКонтакте, тоже у нас много интересного происходит. Вот, и еще гости будут хорошие, и стримы хорошие будут. Так, один плагин есть, да, Торн, получается. Сейчас я напишу. А что там вообще, что в этом плагине? То есть что там такого? Ну, как тебе сказать, как, они, в принципе, все друг с другом похожи. Просто есть плагины. Я написала в комментариях, я не знаю, попал он. Возможно, неправильно написала. Так, Нисон Так, в пишет, Торне... извини, пожалуйста, вопрос Мгм. вам обоим, как относиться к необычному видению музыки, ну, когда музыка пилит уши для обычных людей. Бороться с этим или продолжать? Просто человек ВКонтакте написал, и вопрос уйдет вниз, и я его потом не увижу. Вот. Мгм. То есть такой легенький. Мы можем по-быренькому на него ответить и Так, продолжим. вопрос, если Ну смотри, ему нравится... если музыка тебе нравится, которая для других людей пилит уши, вот, ну, Мгм. образно, в кавычках, вот, то Мгм. есть, что с этим делать? Тебе топить за это или забить и заниматься тем, что хорошо относится, большая масса людей хорошо относится к такой музыке, вот. Ой, опять сложные вопросы, Типа но я люблю такое дико необычная музыка, вот. подискутировать. Ам, э, Тут просто нужно понимать, мне кажется, что вообще это все вкусовщина. И на мнение каких-то определенных лиц, людей, да, проще так сказать, в некоторых случаях обращать внимание не нужно. Просто мне Мгм. кажется, что важно писать в то, что ты веришь. Это важно. Я считаю так. То есть Мотивация, нужно... брат. Я думаю, что нужно ломать всем, как сказать, образно, да, может, какие-то стереотипы или что-то еще делать так, как тебе нравится. А если ты будешь под кого-то подстраиваться, ты просто станешь тем, под кого ты У подстраиваешься. меня есть убежденность в этом вопросе, очень такая, скажем так, я очень сильно убежден. Я думаю в том, Мгм. что вот не сон, а ответ на твой вопрос, мое личное мнение какое, что надо, понимаешь, на любое творчество найдется свой любитель, это всегда факт. И как бы даже вот с твоей стороны человек будет делать какую-то лютую дичь, какую-то вообще фигню полнейшую, да, там какой-то неадекват, к примеру, а его все равно будут смотреть, там, слушать и так далее. Также и здесь, то есть на каждого исполнителя найдется свой слушатель, вот, я так считаю. И поэтому, конечно, если тебе действительно, тебе действительно нравится такое, ты топишь за это, то продолжать писать, развиваться в этом, знакомиться с комьюнити, которые слушают или сами Да, пишут, да. вот, и развивать свою движуху, как у нас был вот гость прошлый наш, Леха, вот, Bloodfire, он хардовщик, вот, хардкор музыку пишет, да, хардстайл, хардкор и прочее. И это не так сильно популярно в России, но все равно он двигает это и находит своих, скажем так, как бы так, людей, Собратьев. да, собратьев, скажем так, вот. И поэтому он может спокойно как бы развиваться в этом и не париться. Вот и также я считаю тебе тоже, если у тебя такое есть, продолжай. Потому что, знаешь почему? Потому что Мгм. эта уникальность, она может выстрелить просто потом.
Да даже, знаешь, вот даже не надо брать, что это выстрелит обязательно. То есть, Нет, ну, я понимаю, да. да, то Я имею в виду, есть, что это может быть стать каким-то потом мейнстримом, да, или да, это, может да. быть, совершенно перевернет просто мир многих людей, например, да, Мгм. которые хотят заниматься музыкой, Вот, которые да. будут повторять за тобой. Это может очень много всего Вот быть представь, в да, вот такая дальнейшем. ситуация, смоделируем, что, к примеру, ты вот какую-то музыку пишешь, да, и о ней никто не знает. А есть, например, тысячи людей, которые хотели бы слушать такую музыку, да, но они не могут, потому что никто не выкладывает, нет такого, да, потому что принято вот такое делать, и все, чтобы быть знаменитым. А бац, потом ты там чуть более становишься знаменитым, и все больше и больше как бы объединяешь, там, консолидируешь людей вокруг себя, потому что до этого они не слышали такой музыки, а потом бац, они ее находят, и все, и ты для них становишься реально мейнстримом. Вот и все. Поэтому... Да, но есть тут но такое. Все равно, мне кажется, стили и вообще направления могут меняться со временем, с тем, как Мгм. ты взрослеешь, или как у тебя меняются какие-то, ну, какое-то мировоззрение и так далее. Вот, Да, поэтому я думаю, что главное делать то, что тебе нравится. Я согласен. думаю, так, Да. да. Окей, так, по поводу второго плагина ты его Я написала, написала, он дошел. дошел. Вот, Сейчас в я нем его тоже продублирую. есть много функций, также много эффектов, которые можно Подожди, ты его ВКонтакте, да, использовать. написала? Да, ВКонтакте. Ну, значит, я его на Твиче не продублирую, но это и не важно. Ну, Retro Logic или Мгм. Retro Logic, или как-то так он произносится. Да, окей, я тогда и найду их в комментариях, добавлю потом. Мгм. Вот, с ним я написала целый трек. Я думаю, что, ну, многие считают, что он очень топовый. Мгм. Вот, поэтому, мне кажется, у него большой потенциал у данного плагина. Также плагин Spire, я думаю, некоторые знают о нем. Ну да, Spire, да. В нем можно закачать разные библиотеки, Библы, если и да. синтезировать, да. И также много всего можно что сделать. Я для лоу-фая видел хорошие были. Там прикольно. Да-да, и для многих жанров есть. Мгм. Также использую "Контакт" Ну, это в наше последнее святое. время. Я вот без контакта, я А, не знаю, я бы не смог бы в FL вообще сидеть, честно. Для меня бы, я бы просто, вот, ну, просто не мог бы, реально. Контакт для меня это все. Не знаю. Согласна. Вот я использую для более таких живых инструментов, когда Мгм. мне нужно. Да, Вот. там много всякой всячины вообще. Также ударки. Да, да. Также есть еще, ну, это основные, да, которыми я пользуюсь. Есть еще, что касается эффектов. Давай, это отлично. Все плагины от Valhalla, Ну, если непонятно, могу написать. не, Вальхалу знают, у нас знают Вальхалу, у нас... Некоторым эти плагины не подходят, но я нашла вообще Ну, применение. по ревербу хороший, я знаю, верб, по-моему, как-то так он называется, Вальхала верб, что-то такое. Очень крутой. Вот прям Там ревербераторы вообще хорошечные. просто, просто суть в чем? Суть в том, что если их комбинировать между собой, Мгм. например, в каких-то переходах, делать какой-то, да, на конкретный, точнее, инструмент, комбинировать их, очень классный эффект вообще получается, Мгм. и я прям кайфую от них. Ну да. Так, плюс еще шейды. Вот это лучше написать, я, если честно, не знаю такое. Сейчас. Серум, вот, серум для пацанов, серум. Omnisphere, Серым, ну, Nexus, Default. Omnisphere не пользуюсь, но это тоже, да, хороший Ну, плагин. это чисто Просто дефолт, который вот уже лет, тот самый. наверное, 10, ну, лет 8 точно, скорее всего, прям держит планку. Никсон, Вот в ВК здорович, написала. привет. Привет, привет. Возможно, Так, Никсон станет одним из наших гостей в будущем, потому что чувак вообще жесткий, он тоже много чего добился. Вот. да, я за ним слежу, Да? За конечно. Никитой и как? Нравится его творчество? Нравится, конечно. Он прям вообще, я прям ростовский парень, он к нам первый раз залетел, Это когда... же, ну, мы же когда вместе мой трек, ну, слушали, когда я Мгм. скидывала, он же был на стриме вместе с Максимом, с Он у тобой. нас один раз был, когда приезжал в Краснодар в том году. Да, 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 я же его видела. да, он такой, да, парень, он у нас уже был.
По поводу шейда, там, как грамотно сказать, там много всяких модуляций. Но я думаю, что когда, в общем, приобретете его, тогда сможете уже, да, понять, как он вообще работает и что с ним можно делать. Но мне очень нравится этот плагин. Плюс Мгм. еще Portal. Мгм. Так, и манипулятор. Да? Так и называется? Манипулятор, да. Это интересно. И что он делает? Ой, он Манипулирует? так звук искажает вообще до А, неузнаваемости. вот это как Много чего раз можно не делать. сон, это для тебя, дружище, для твоего жанра раз идеально вообще. Вот. Так, тут интересно, Джордж Смол написал, лазил как-то по Клоуду, наткнулся на Excedia, 8-я параллель Сибвест, что удивило наши ребята, и как-то начал за ними следить ВКонтакте, как-то так. Вот, это прекрасно, на самом деле, я тоже поддерживаю, то есть я тоже Спасибо как большое. узнал вот этих ребят, я тоже их всегда поддерживаю, рад видеть на трансляциях и просто какие-то новости следить. Вот, надеюсь, также Джордж Смол и ты, и нас за нами тоже будешь следить, за нашим проектом. Что мы все заодно, мне кажется. Вот. А манипулятор, вот Никсон пишет, прикольно, можно на вокалы и FM модуляцию кидать. Да. Ну вот, да. Да можно как угодно, на самом деле. Я думаю, Извращаться. что извращаться как угодно можно, да. Я это очень люблю, поэтому Изотоп мне нравится фаб-фильтр, ну, не плагин. сон. Изотоп фаб-фильтр это, естественно, это классика. Ну, фильтр понятно, да. Это Конечно. еще этот... Про стандартные фэловские еще сейчас заговорим. Вот. Бубас тема, ребят. Вот. Вот, и по поводу автоматизации тоже очень важная вещь. Мгм. То есть автоматизировать ручки абсолютно можно по-разному. И разные ручки. Это очень круто и дает, ну, не знаю, много чего дает на самом деле, какого-то разнообразия и вообще чего-то нового можно придать и придумать. Ну, классно, да. Я всегда автоматизирую все, что хочу. Окей. Ну, вот так вот, ребят, кто запомнил, я думаю, попробуйте юзать, и надеюсь, вам поможет как-то. Вот. Окей, слушай, какие у тебя вообще сейчас планы на будущее? То есть, вот ты сейчас конкретно с вот этим парнем иностранцем, да, с Британией хочешь коллаб написать, как я понял, да? Мгм. Да. Потом, ну, на лейбле там выпускаться дальше. Что потом? То есть, какие еще планы? У меня просто был определенный план выпусков треков. Немножко он поменялся, но, в общем, хочу все дальше и дальше, ну, то есть все выше и выше подниматься, ну, в плане лейблов. То есть я считаю, что самому можно продвигаться, но просто на это очень много, наверное, времени нужно, или как-то иметь определенный контакт с аудиторией, Мгм. или придумать что-то, какие-то видосики, какие-то вообще как-то двигаться, или в ТикТоке там, Ну, например, вот или где-то еще. это мы чисто вот сейчас, наша группа, вот как будем продолжать. Да, Вот. считаю, что так, по поводу лейбла, да, что чем выше, тем лучше, конечно. Но, короче, планирую улучшать качество, издаваться на более перспективных лейблах. Мгм. И также сейчас вот практикую выступления, то есть меня позвали там у нас в Питере, есть команда Red Room, называется, можете О, подписаться слушай, ВКонтакте, Red если Room, хотите. по-моему, сейчас. По-моему, мне Леха про них говорил, если я не Вот, ошибаюсь. они, да, то есть Мгм. это получается такое сообщество, где и музыканты, которые играют музыку, которые Мгм. продюсируют музыку, выступают. То есть вот я с ними сейчас буду выступать завтра, Огонь. 20 числа в Питере. Вот такое выступление, так скажем, второе будет выступление мое. Это можно тогда, ну, ссылку, ребят, да, если что, ссылку тоже... Нет, на них ссылку я оставлять не смогу, к сожалению, но просто можете к Лене зайти, у нее, я думаю, есть в чате, ну, Ну да, в да, есть сообществах. на стенке. Да, и обязательно завтра выступление, там же по-любому трансляция будет, то есть, ребят, заходите, смотрите, кто в Питере, прям Я залетайте.
Да? Надеюсь, что будет трансляция, просто Мгм. пока неизвестно. То есть пока не знаю, будет она или нет. Там нужно будет решить вопрос с камерами и так далее. Вот. Если Окей. будет, обязательно просто скину в группу, Огонь. если кому будет Да, интересно. поэтому, ребят, на группу XCD обязательно тоже подписывайтесь. Это прям must have. Я буду очень рад, если вы подпишетесь и будете следить за творчеством. Мне тоже. Никсон пишет, а ты в первую очередь диджей или продюсер? Вот так. Продюсер. Так. Ну, потому что не выступаю, я, ну, тут, получается, второе выступление мне только будет. Мгм. До этого я только продюсировала, поэтому хочу сделать это 50 на 50. Ну да. Знаешь, есть такое мнение, что, мол, ты просто, ну, ты или музыкант, или продюсер. Говорят, что если ты прям творческая личность, то лучше быть музыкантом, и чтобы за тебя уже был какой-то продюсер, и он за тебя что-то, ну, делал, то есть все вот эти манипуляции и прочее. Как ты считаешь? Ну, не знаю, нет. Не считаешь ты, да? Я свое детище не хочу никому отдавать. Нет, ну в Ну, плане это на продюсирование, просто на продвижение и прочее, то есть на... ты имеешь в виду что, чтобы за меня кто-то писал музыку в дальнейшем? Нет, Или нет, нет, чтобы... нет, 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 именно вот помогал развивать тебя. И, конечно, я только за. Мгм. Я, Я в этом конечно, плане. это, да, это очень много времени и денег нужно на это все, чтобы и там быть, и что-то придумывать, и поддерживать контакт с аудиторией, и вообще наращивать ее, Ну да, конечно. это очень, это должна быть прям команда большая, и это деньги надо на Да, да. нее иметь. Вот и Но этим и в любом помогают случае, лейблы. ну, лейблы не всегда помогают с этим, на самом деле. Вот, то есть тут все зависит от лейбла и это его уровня. А по поводу продюсера, ну, это, мне кажется, ты должен быть на каком-то таком уровне. Во-первых, тебя должны знать, кто ты, и у тебя за плечами должен быть, мне кажется, больше опыт, чем есть, допустим, у меня сейчас. Мгм. А вот Но как... я не против, и если кто-то хочет стать продюсером, я не против. Не, ну вот как ты думаешь, вот эта самокритика, это хорошо или плохо? То есть как это Самокритика. разграничить? Да, то есть, ну, блин, М, вот ма- можно же так всегда говорить, вот я еще не до конца, не на таком уровне. А чуваки, которые, блин, в 1000 раз хуже пишут, они взрывают, как бы, и типа, ну, как это Я думаю, что это работает? хорошо и плохо. То есть я тебе так скажу, точнее вам, Мгм, что просто я оцениваю на данный момент мгм, адекватно, да, ситуацию тем, что вот на данный момент я не выстрелю, потому что у меня еще не выпущены треки, например. мгм, В дальнейшем, то есть я буду смотреть, как будет, ну, сколько будет прослушиваний, как будут мгм, реагировать люди, нравится ли им такая музыка или нет. мгм. Вот. И тогда я буду уже по-другому оценивать свои дальнейшие какие-то действия, то есть и свой какой-то уровень. Я думаю, так. То Я есть понял. я думаю, что, ну, знаешь, как было, вот, например, с первым треком, как я рассчитывала? Я рассчитывала, что он выйдет, и я стану, там, знаешь, звездой Это так не во всем работает. мире. Это Ну очень вот, долго. понимаешь? То есть, конечно. То есть тут, конечно, я так не считаю, но вполне адекватно оцениваю свой уровень Я на понял. данный Ну момент. да, да, так и есть по сути. Окей, хорошо. А, я не знаю, ребят, если у вас какие-то вопросы еще в чатике есть. На самом деле так лампово сидим отлично, можно так очень долго сидеть и, блин. Можно я еще кое-что скажу? Да, Для конечно. тех, кто просто пишет музыку, Мгм. как мне говорил опытный продюсер, Мгм. чем меньше ты пишешь трек по времени, ну, это что касается, я имею в виду, может быть, а, человек моего уровня, да, или, может быть, чуть хуже или чуть лучше. Мгм. Чем быстрее ты его делаешь, тем чаще всего он стреляет в итоге. То есть это М, связано с тем, что когда ты долго сидишь над треками, ты просто уже можешь его испортить, потерять идею, которая была раньше, да, изначально, и добавить всякого там ненужных каких-то звуков и так далее, и так далее. Мне Вот. кажется, Иманбек зашел сейчас в чат, и я сел, хорошо прям сидит. А, Ну, знаешь же, да, Иманбека? Нет. Это, ну, чувак, который Грэмми взял, который просто своровал FL-ку
все своровал, по сути, там, сэмплами накидал, даже вообще не понимает, что происходит, но он Грэмми взял. Не знаешь эту историю, да? Нет, к Загугли, сожалению. загугли, кто такой Манбек, почитай про Мгм. него, посмотри его интервью, и ты все поймешь. Там вообще, там у ребят просто горело, и у меня тоже горело, ну, у меня в меньшей мере, потому что я не такой музыкант, как вы все, я как бы такой больше... Не такой, как бы, вот, поэтому я особо не парюсь, меня это, знаешь, меня это не задевает, как вот за живое, а вот ребят, музыкантов, прям у них горело конкретно с этого, и это, вот, знаешь, как вот дать просто Оскара чуваку, который просто фильм снял на телефон, на свой какой-то там, я не Ну, знаю, конечно, да, я это понимаю. смонтировал просто его там за 3 дня, там, я не знаю, актерам по 500 рублей заплатил, и все, и как бы, и дать ему Оскар, и то, и этот телефон он украл у соседа. Вот, или там. Ну, это жестко, конечно. Я прочитаю обязательно, потому что Почитай, мне тоже будет гореть. это, да, это... И 100%. все ребята такие, какого черта, я там по 10 лет работаю, блин, меня там 100 человек знают, а он бац, взрывает, его весь мир там знает, его там, у него там в Москве там коллабы с топовыми там музыкантами и прочее. Вот. Так что вот Ну, так. блин, эта несправедливость, она всегда, к сожалению, будет. И, естественно, я бы тоже, у меня тоже бы все горело. И Ну. Так, Надежда Короткова пишет, несправедливо, да. Ленчик, привет, Лена молодец. Согласен, я Спасибо. думаю, чат поддержит. Да, Надежда, спасибо за комментарий. Вы подписывайтесь на группу ВКонтакте нашу. Вот. Да. Так, Дим, ты там написал, что у тебя будет вопрос позже, но, возможно, позже уже не будет, потому что потихоньку, я думаю, стрим к концу, да, подходит. Как у тебя по времени, Лена? То есть, как ты считаешь? Ну, я бы, конечно, еще посидела, но мне ноутбук надо будет. Это Да, ну сколько у нас еще есть примерно? Минут 5-10 посидим, да? И пойдем. это без проблем, да. Да, окей, чтобы этот. Сейчас я тогда чатик еще посмотрю там. А, так, а почему так? Сейчас. Вот, Dolph TV, привет. С простотой связано, скорее всего, просто, наверное. Ну, возможно, с простотой, да, эта тема тоже была. А Никсон пишет, Лена, можно совет по твоим сторис в Инста? Да, Так. наверное, да. То есть это ж всегда одобряется. На самом деле, такой вот, смотри, вопрос. А какой вопрос не поняла по поводу сторис? Нет, он спрашивает, можно совет? То есть, видимо, просто Никсон у нас хорошо в инсте шарит. Может, Так, ну да, подскажет тебе да, что-то, конечно. что лучше. Вот. А на самом деле, вот сейчас же, наверное, очень сложно без группы определенной, да, то есть проектной группы, которая помогает тебе в любом творчестве, да, то есть. И вот как ты относишься к тому, что твое творчество и тебя как артиста должны продвигать, по сути, везде? То есть ты должна светить лицом везде, то есть чтобы стать более популярной и так далее. То есть как ты к этому относишься? Или Ну, ты больше так вот, ты любишь, знаешь, типа, да, я особо не, ну, меня никто не видел, но я вот там пишу, за меня люди что-то делают, то есть так особо сильно. я просто, знаешь, мне от настроения зависит. Либо я очень много в соцсетях, либо я очень мало в соцсетях. Мгм. И, по идее, чтобы продвинуться, нужно вот быть всегда там. Да. А я, не могу так, например, столько времени И проводить. для этого ж нужна группа проектная, чтобы как раз Ну ребята да, за тебя там конечно, один Инстаграм, конечно. один там ТикТок там вел. Так же вроде у всех. Я думаю, да, ну, если есть такая группа, то, конечно, а, если они будут, например, может, Борис Брейч, мне кажется, отвечает не он на какие-то сообщения, да, определенных людей, Мгм. а за него это делают. То есть я бы хотела, например, чтобы со мной это согласовывали, Нет, да, потому что понятно, отвечать. конечно. Я Или имею в виду, что? знаешь, вот концерт, например, у тебя, да, тебя на видео Мгм. сняли, там, ты не сидишь, монтируешь это, за тебя человек смонтировал, отправил там куда-нибудь в ТикТок и там подпись указал, там, я на концерте, ребята, там, подписывайтесь, что-нибудь такое. И вот так вот разграничить. Я к этому хорошо отношусь, то есть я не вижу ничего в этом плохого, потому что пока ты все это сам сделаешь, вот, например, когда ты там сделаешь пост какой-то, да, во Мгм. всех соцсетях, достаточно много времени может Да. пройти, потому что в Твиттере ограниченное количество символов, там что-то еще и Да, так далее, и так далее. Поэтому я хорошо к этому отношусь. ну, я понял, да. Ну, вообще, да, сейчас, так вот, знаешь,
такая медийная личность, она должна быть везде, просто на виду. Это и хорошо, и плохо, вот, не знаю, даже если честно. Я думаю, да, и хорошо, и плохо. То есть от этого еще уставать, наверное, можно очень сильно. Так, по поводу Ну, совета да. Никиты, по поводу твоей инсты, Мгм. вот, то есть Никита хочет, чтобы, видимо, чтобы у тебя инста была максимально крутой, еще лучше, вот, и чтобы больше. Он пишет, мне кажется, когда ты выкладываешь свои демки в сторис, слишком Мгм. долго. Пытайся найти в них хороший момент, который не Мгм. показал бы основное мясо, но создал бы интригу. И уже устарели модели, где с FL снимают проект. Может, какой-нибудь Мгм. прикольный видак в инете взять. Вот, такое вот. Согласна, согласна. Ну, я, обдумаю это все, потому что я думаю, Мгм. что да, так и нужно делать Да, сейчас. на самом деле, знаешь, я тоже прислушиваюсь. Поначалу, да нет, на самом деле я, наверное, с детства к критике относился более-менее хорошо. Сейчас это еще усилилось, потому что я такой убежденный человек, что если я что-то делаю, я в этом уверен, то мне хоть, я не знаю, самый умный человек в мире скажет там, что я не прав, я все равно буду считать, что нет, я все правильно делаю. Вот, но к критике тоже хорошо отношусь. Поэтому, в принципе, если там ребята, кто-то в чате пишет или там в личку мне, что, чувак, оформление то хреновое было, тут ты хреново сделал, что-то там пофикси то, пофикси это, я к этому отношусь вполне спокойно и как бы, Мгм. ну, видимо, знаешь, люди, которые реально обижаются на что-то или там принимают близко к сердцу, значит, они реально в себе, наверное, не совсем уверены. Вот. И поэтому я вот считаю, что к критике, наверное, относиться стоит хорошо, больше, потому что Ну, она конечно, помогает естественно, развиваться. и совет это хороший на самом деле. То есть я бы м мне сложно просто пока в соцсетях там что-то придумывать, и я думаю, что спасибо большое А за советы, знаешь, я им это воспользуюсь. тебе не надо. Вот мне мое ощущение, тебе сейчас вот это вообще не надо делать. Тебе надо, ну, таким людям, как ты, надо зацикливаться в первую очередь на контенте основном, ну, то есть на музыке. Там Мгм. развивать все свои скиллы там, а потом уже за тебя это будут делать другие люди, специально наученные. Вот. У нас же просто не так Ну, это работает. У нас как бы такой, видишь, у нас и контент, мы как бы музыку такую никому не показываем, не пишем, но у нас как бы с Димой контент такой. Мы там должны постоянно что-то придумывать, и что-то внедрять, добавлять, мгм. аудиторию как-то насыщать чем-то, и поэтому у нас это немножко по-другому. Тут Лампа пишет, Фил, мне кажется, тебе пофиг. Дружище, вот это обманчивое, это обманчиво. На самом деле, посмотри стримы наши первые вообще, которые год назад еще были. Я там очень был зажат и очень, ну, не мог работать особо на камеру. Относился как-то очень к этому тоже близко к сердцу. И это просто натренировывается, это над этим просто надо работать, чтобы потом ребята не ощущали, знаешь, как будто мне пофиг на что-то, то есть, не знаю. Вот, я, ну, мировоззрение поменял, психологию поменял, вот, как-то так. Ну да, я думаю, со временем просто определенные стенки появляются, ну, как такие защиты. Ты уже к этому, ну, нормально относишься ко всему. Абсолютно. Нет, Лампыч, дружище, ты же можешь ВКонтакте зайти в видео. Ребят, кто не знал, можете в видеозаписи в группе ВКонтакте зайти, вниз проскроллить, и там наши самые первые видосы будут. Там мы без камер были в начале. Потом, потом мы, короче, поставили телефоны. Вот этот телефон. Нет, не вот этот. У меня телефон плохой был. У меня был телефон Samsung, по-моему, или что-то. Я, короче, ставил телефон как вебку, короче. Потом этот телефон купил, ставил этот. Этот телефон я покупал специально для стримов, короче, чтобы камеру ставить красиво. Вот. Потом эту камеру нашел, вспомнил, у меня же вебка, ну не вебка, это типа GoPro, только Сонька есть, экшн камера. Вот. Там и звук у нас, и картинка. Короче, я зашел недавно к себе на Twitch и посмотрел, у меня есть нарезка маленькая. Оформление первое вообще, я тогда на гитаре хотел играть. Это просто ужас, реально. И то, что сейчас, и то, что было, и просто, ну, 10 голов поднялись. Вот, Елена, я думаю, у тебя так же, да? То есть именно вот с музыкой и все, что связано. И просто то, Конечно, что да. ты смотришь такой, блин, какая же жесть. Это вообще... И вот это вот, блин, опять же, вот даже эта работа на камеру, это вот взаимоотношения с там даже с вами тоже, то есть
как бы поначалу ты тоже стрёмно тебе, как-то ты особо чувствуешь себя не в своей тарелке, но просто, понимаете, к этому надо психологически подойти, правильно, и все. И также к музыке, и также ко всему, реально. Такой вот какой-то философия жизни, она реально работает. Вот. Согласна. Вот. Надежда Короткова, Фил Гуф, друзья, вообще без проблем. Добавляйся, я только рад новым друзьям, вот. Поэтому так. Так, слушай, Лен, ну давай, наверное, подытожим. То есть, может быть, ты что-то еще не досказала или хотела сказать, или какое-то пожелание ребятам дать там последнее, как ты считаешь? Мне кажется, что, в принципе, более-менее все рассказала, все, что хотела. Мгм. Итог, я думаю, что... Что? Мотивацию. А, да-да-да, то есть нужно, я как раз к этому и хотела про это сказать. Мне кажется, нужно, вот я еще раз повторюсь, сделать то, как ты считаешь нужным. Писать музыку ту, которая тебе нравится. И оценивать себя адекватно. То есть свою музыку, все, что ты делаешь. То есть что я имею в виду? Если, ну как, Фил, помоги мне. Да, Я уже запуталась. тут Надежда пишет: Лен, удачи тебе завтра на выступлении. Вот. Спасибо большое. Ну, в общем, вкратце, хорошо, итог. То, что нужно гнуть свою палку по жизни. Согласен. Вот я Вот. так И, считаю. ребят, у вас Нужно все идти так, получится. как ты. У вас все получится. 100%. У Лены Да. все получается, и я надеюсь, в будущем тоже будет еще лучше получаться. Вот. Спасибо. У многих получается, поэтому чем вы хуже, работайте просто, и все, и смотрите обязательно нас, и Лену тоже, за Леной поглядывайте, это очень важно. Вот. Вот. Да, я думаю, сегодня отличный стрим был, очень ламповый и очень... Я думаю, так и будет на самом деле, вот что как вот... Мы не будем особо по сценарию идти, просто будем общаться, потому что это намного круче, чем по вопросикам идти и, знаете, как в школе. То есть там Петров Ну, дважды где-то, два. да, Вот. больше свободы Да. мыслей, мне кажется. Вот. По поводу подкаста, скорее всего, мы его аудио оформим, на всякий случай, чтобы у вас была возможность послушать, чтобы трафик сильно ваш не жрать интернета. Вот. По поводу идей, ребят, если у кого-то есть какие-то идеи, пишите в личку, мне обязательно, я все послушаю. Несон, дружище, ты там спрашивал по поводу того, ты хочешь стать следующим участником. Пока у нас несколько подкастов уже забронированы на будущее, вот. А потом дальше посмотрим, как что будет идти. Вот. Возможно, мы отдельные стримы будем проводить не с, скажем так, обратно. То есть сейчас мы с ребятами, которые уже, не то чтобы прям добились многого, но которые уже на хорошем уровне, как бы, и которые, потенциально скоро могут выстрелить. А я думаю, можно еще будет проводить рубрику такую с менее, как бы, скилловыми ребятами, но которые горят, которые горит огонь, вот, в душе готовы, которые идти. Вот, поэтому будем что-то придумывать. Вот. Так что вот так. Никит, хорошо. Вечером воскресенье, стрим воскресенья, да, вечером вместе будем с тобой, потому что у тебя 25 тысяч пивкоина, все есть. Вот. Ладно. Лен, я думаю, наверное, мотивационно так скажем, что у вас, ребят, все получится. Вот. Безусловно. Да. Всем удачи. Все получится. Главное, я думаю, знаете, Спасибо что? большое. Знаешь, Лена, что думаю главное? Относитесь так же к музыке, как вот Лена относится, потому что это отношение очень правильное, я думаю, и это не как вот коммерческое, знаешь, такое вот капиталистические отношения, это больше какие-то такие творческие отношения, взгляд на музыку, который где-то летает вот в облаках, и это очень круто. Вот. Поэтому... Спасибо. Да, все, подписывайтесь на Лену обязательно, на группу, вот, следите за новостями, и до скорых встреч в воскресенье. Все, всем покеда. Пока-пока.